Изи, наш уродливый, отвратительный, одинокий герой-неудачник, всегда носит наушники, как будто он думает, что он какой-то диджей и ему до смерти скучно. Он напрягает свой медленно работающий мозг в поисках новых идей, чтобы избавиться от скуки, но ничего не приходит в голову. Поэтому он продолжает, чтобы растратить свою бесполезную жизнь впустую. В конце концов он сдается, жалея, что не может обменять свою скуку на деньги или девушку, с которой он мог бы развивать сюжет, или неограниченное количество видеороликов с гандикапом. Внезапно группа случайных хулиганов, словно из 90-х, пристает к беспомощному подростку. Эти безумные души заходят еще дальше, требуя, чтобы мальчик разделся до праздничного костюма и прыгнул в реку. У главаря должно быть дома какие-то серьезные проблемы, потому что он предлагает связать ребенку руки, оставив мальчика кричать о помощи, отчаянно нуждаясь в чьем-то вмешательстве. Неужели человек в наушниках настолько больших, что кажется, будто он пытается поймать сигналы Wi-Fi из космоса? Разрушил этот спокойный момент от этих хулиганов-сирот из неблагополучных семей. Полной решимости преподать им урок, диджей незаметно встает и хватает несколько камней. Будучи подростком из группы Альфа, он показывает себя хулиганом. Используя свои экстрасенсорные способности, он швыряет камешки с пугающей скоростью, напоминающей огненные снаряды. Наш мальчик освещает это место своей огромной силой и заявляет, что может поддерживать ее весь день, если захочет. Хулиганы бегут домой ждать, пока их папы вернутся за молоком, а ботаник, к которому они приставали, уходит, чтобы начать свою злодейскую игру. Несмотря на то, что Изаю удалось преподать хулиганам урок, он также разрушил прекрасный пейзаж. Как раз в тот момент, когда он хмурится из-за своей возвращающейся скуки и ужасно бессмысленной жизни, с неба падает странное письмо. Тем временем в благородном поместье какая-то избалованная девчонка по имени Аска, одетая как стюардесса, входит в комнату и находит похожее письмо. В этот момент горничная богатой девушки стучит в дверь с любимым холодным напитком Аски, который, как мы надеемся, поможет ей не быть такой надоедливой. Аска с подозрением относится к письму и спрашивает свою горничную, не видела ли она, чтобы кто-нибудь входил в ее комнату. Горничная мягко объясняет, что ее комната была заперта. Однако из-за ее подозрительного характера и из-за того, что она двойка, Аска активирует свои силы и приказывает горничной раскрыть правду. Не обращая внимания на способности Аски, горничная дает тот же ответ, поскольку ни у кого кроме Аски нет ключа. В парке какая-то хиппи по имени Ты становится единым целым с природой, глядя на стайку птиц, как будто она золушка. Ее кошка приносит ей странное письмо, и она каким-то образом может читать мысли своего кота, когда он говорит ей, что письмо пришло с неба. Открыв его, она, Исё и Аска внезапно оказываются в небе. Они свободно падают без парашютов и кричат, спасая свои жизни, так как скоро превратятся в расплющенные человеческие лепешки, но, к счастью, благополучно приземляются в пруд. Обсохнув, все трое представляются друг другу. Изи ведет себя как типичный крутой парень и быстро выдает Аску за выходца из богатой семьи, в то время как Ю остается загадкой. Точно так же девочки узнают в Изи уверенного в себе топ-G из-за его злых глаз и опасно крутой позы. Наш мальчик Изи не убегает от обвинений и даже склоняется к ним, называя себя гедонистом и худшим типом человека на свете. Исё на самом деле оказывается уродливым и банальным неудачником, заявляя, что если они будут играть с огнем, то обязательно обожгутся. Обмениваясь любезностями, они показывают, насколько искусны в охоте на ползучих тварей. Какая-то девушка вела себя так, словно пряталась в кустах, как странный преследователь, но все они смогли ее почувствовать. Девочка-кролик, известная как Черный кролик, отказывается раскрывать себя, что вынуждает Изи предпринять решительные действия. Поначалу они принимают ее за слабенькую косплеершу, которая любит бегать неизвестно куда и играть в приключения. Наша группа ненавидит Фури больше всего на свете, поэтому все они пытаются отправить ее к богу. Ты думаешь, что она какая-то кошка, а Исука каким-то образом может управлять птицами. Как только они поймают девочку-кролика, каждый из них по очереди дернет ее за уши и поймет, что этот неудачник-преследователь на самом деле получеловек. Черный кролик в конце концов проливает свои кроличьи бобы, рассказывая об их транспортировке в Литл Гарден. Фантастическое царство, где одаренные люди, подобные им, участвуют в играх за различные призы и ставки. Способности, которыми они обладают, на самом деле являются дарами, данными различными богами войны, демонами, духами и звездами. Эти игры, называемые играми с подарками, являются соревновательными играми, в которых используются эти благословения и даже заключаются пари с ними. Игры варьируются от сложных и опасных для жизни до простых лотерей. Жители этого мира должны быть частью сообщества, а их в этом мире очень много. На самом деле нужно знать целую кучу сложных вещей, но нет лучшего способа научиться, чем практиковаться. Черный кролик вызывает покерный стол, утверждая, что проверит их способности. Она была бы не против позволить им присоединиться к сообществу, в котором она состоит, но они не могут тратить ресурсы на неудачников, так что испытание начинается. Группа подавленных уродливых неудачников задается вопросом, что произойдет, если они не захотят участвовать, и кролик говорит им, что они могут уйти, если захотят. Внешне она излучает уверенность, но внутренне она дрожит, как кролик, находящийся на Северном полюсе. Если эти
дети разозлятся и уйдут, у нее будут большие неприятности. Черная крольчиха раскладывает карты рубашкой вверх, проинструктировав их попытаться выбрать карты рубашкой вверх и предостерегая от жульничества, показывая, что ее чувства связаны с тем, кто принимает решение о жульничестве в маленьком саду. У них есть только один шанс, и каждый игрок может выбрать только одну карту. Исё спрашивает о фишках для ставок, но черный кролик указывает, что поскольку это их первый раз, она разрешит им вместо этого поставить на прайд. Как слуга Божий, этот кролик сделает все, что им заблагорассудится, если они выиграют. Наш неряшливый главный герой получает несколько сумасшедших идей для развития сюжета, но черный кролик ясно дает понять, что приз – это что угодно, только не это. Она хочет, чтобы они подписали контракт, но они хотят сначала взглянуть на карты. Хотя они открыто изучают карты, они незаметно ставят на них пометки, потому что они умные маленькие негодяи. Будучи самыми высокомерными ведущими в истории аниме, они охотно и без колебаний соглашаются играть первым номером. Маленький подонок быстро хлопает ладонью по карте, в результате чего целая куча других карт на столе переворачивается лицевой стороной вверх. И Аска и Ю пользуются преимуществом, выбирая открытые карты, которые уже были раскрыты. Черный кролик взрывается, обвиняя мерзавца Исё в жульничестве. Однако Исё утверждает, что каждый участник выбрал по одной карте, следуя правилам. Затем она решает обратиться к властям с помощью своих ушей. Они подтверждают, что Исё не нарушал никаких правил, но она указывает на то, что он еще не победил. С уверенной улыбкой наш высокомерный герой в наушниках переворачивает короля треф и выигрывает партию. В конце игры Изи удивительным образом показывает, что запомнил расположение всех 52 карт. Изи, возможно, является реинкарнацией Эйнштейна, поскольку он начинает переворачивать карты, уже зная, что это такое. Девочки рады, что выиграли, но выражают свое разочарование, поскольку его гениальный мозг с коэффициентом интеллекта 300 сделал их стратегию маркировки карт бесполезной. Изи делает шаг вперед за наградой, а черный кролик предостерегает его от любых просьб, связанных с ее заманчивыми навыками разработки сюжета. Изи в своей манере гигачада прямо заявляет, что ему это не интересно. Вместо этого он задается вопросом, может ли маленький садик избавить его от скуки. Черный кролик рассказывает, что маленький сад населен богами, демонами и духами, и все расы соревнуются друг с другом в играх для одаренных. Он доступен только тем, кто превзошел обычных людей, и это самое захватывающее место, которое когда-либо можно было увидеть. Позже черный кролик проводит их к восточным воротам маленького сада. Там она знакомит их с каким-то маленьким тупицей по имени Джим Рассел, лидером сообщества безымянных. Однако Джин прерывает ее волнение, замечая, что с ней только два тупицы. Будучи шокированным, черный кролик спросил девочек о местонахождении Изи. Удивительно, но они упомянули, что Изи покинула Мидуэй, чтобы исследовать край света, и даже не потрудились рассказать об этом жуткому преследующему косплееру. Разъяренный черный кролик меняет цвет волос точно так же, как косплеер-трансформер, активируя таинственно мощный режим. Ей надоело поведение проблемного ребенка, который так плохо с ней обращался, и она срывается с места, чтобы найти его. Тем временем Джин сопровождает Аску и Ю в город. Проходя по городу, маленький зеленоволосый ботаник объясняет, что город окружен прозрачным магическим барьером, защищающим расы, которые не могут подвергаться прямому воздействию солнечного света, как вампиры. Там также есть несколько других рас. Боги, демоны, духи, пушистики, уёбки и те, кто одевается, как они. В лесу черный кролик направляется к краю света, где боги вступают в битву. Обеспокоенная тем, что Айс, возможно, вызвала бога на игру с подарками, она спешит вслед за огромной волной. Когда она добирается туда, то обнаруживает Айс. Она говорит ему, что им следует вернуться, но Айс шокирующе показывает, что на самом деле он вызвал бога на игру с подарками. Земля сотрясается, когда бог воды открывает себя, и черный кролик недоумевает, что такого сделал глупый уродливый идиот Айс, чтобы так разозлить его. Бог считает Айза высокомерным мальчишкой и бросает ему вызов выдержать одну единственную атаку. Услышав это, он улыбается жалкой маленькой змее, как будто он какой-то повелитель демонов. Взбешенный его ответом, бог воды вызывает водяной вихрь. Однако Исё без особых усилий парирует атаку одним ударом воздуха, шокируя жуткую девочку-кролика и змею-альбиноса. Подпрыгнув в воздух, он наносит безумно мощный удар по голове бога воды, разрушая его глупый змеиный мозг. Черная крольчиха не может поверить в то, чему она только что стала свидетелем. Изи каким-то образом удалось легко победить бога. Наш мальчик Изи принимает позу крутого парня, заявляя о победе, а черный кролик промокает насквозь из-за дождя. Вернувшись в город, Джин ведет Аску и Ю в кафетерий, где кошатница принимает у них заказ.
Удивительно, но она также может общаться с кошкой Ю. Кошка Ю очень разговорчива даже после того, как только попала в странный мир и мгновенно становится девушкой-кошкой. Ю объясняет, что она умеет разговаривать со всеми видами животных, и избалованная девчонка Аска тоже хотела бы обладать этими способностями. Как только они начинают говорить о том, как работает сила Аски, к их столику подходит странный парень по имени Гальдо. Судя по его злобному выражению лица, ты просто понимаешь, что он плохой парень, который в конце концов расстается с жизнью. Он говорит свысока со всеми ними за то, что они являются частью сообщества безымянных, и показывает, что он является лидером лесного сообщества. А тем временем на краю света растет молодое деревце, похожее на водяной сыр. Это избавит общину Джина от необходимости покупать воду в других общинах. Черный кролик не может быть счастливее, так как это окажет огромную помощь всему сообществу. Наблюдая за радостью черного кролика, возникает вопрос, почему их вызвали в маленький сад, подозревая, что она утаивает важную деталь. Несмотря на настойчивые расспросы нашего мальчика черный кролик продолжает врать сквозь зубы об истинных причинах их вызова в маленький сад. Неподобающе одетый кролик утверждает, что они хотели, чтобы Изи и остальные просто наслаждались своим миром. Изи, который тайно является гением, несмотря на свою высокомерную внешность, выдвигает две теории. Во-первых, он предполагает, что сообщество черного кролика могло быть слабым по сравнению с другими. Или, возможно, произошло какое-то неприятное событие, оставившее их в плохом состоянии. Черный кролик очень быстро становится очень тихим, так что диджей Изи предполагает, что он попал в точку. Решив перестать врать как последний придурок, черный кролик неохотно подтверждает подозрения Айзы и, наконец, раскрывает правду. По ее словам, сообщества похожи на страны и могут различаться по размеру. До недавнего времени их знамя гордо возвышалось на дальних подступах к восточным воротам. Однако им бросил вызов противник, которого им следовало избегать любой ценой. В городе Гальдо рассказывает ту же историю Аски и Ю, рассказывая, что повелитель демонов заставил маленького Джина-ботаника сыграть в игру с подарками. Из-за невероятной силы повелителя демонов ни одно сообщество не может отказаться от их вызова. Вернувшись в лес, черный кролик продолжает рассказывать о подавляющей силе повелителя демонов. Они быстро проиграли в игре с подарками, потеряв свое имя и знамя. Теперь их сообщество известно как Безымянное. В настоящее время только она и Джин, как основные участники, могут участвовать в играх с подарками. Все остальные 120 участников – дети в возрасте до 10 лет, которые совершенно бесполезны в бою и вообще. На фоне этой печальной предыстории можно сказать, что они облажались. Тем не менее, 120 детей, оставшихся без попечения родителей и без надежды когда-либо заставить их вернуть молоко, каждый божий день проходят мили к реке за водой. Они предлагают принять участие в детском труде, чтобы заставить бесполезных маленьких сирот работать над восстановлением сообщества. Но черный кролик отвергает эту идею, выражая желание вернуть себе былую славу и знамя. После того, как черный кролик рассказал всю свою скучную предысторию, он умоляет Айзы о помощи. После непродолжительного погружения в усыпляющий урок истории, он с готовностью встает, утверждая, что спасение и возвращение утраченной славы – победа над королем демонов. Все это звучит так, будто могло бы избавить его от скуки. Он принимает ее мольбы о помощи и надеется немного поразвлечься с опасными повелителями демонов. Вернувшись в этот город, после подробного описания всей истории No Name, Гальдо приглашает Аску, Ю и даже черного кролика присоединиться к его сообществу лесных гору. Он хвастается, что его сообщество выигрывает в каждой игре с подарками, где ставился их баннер. Он видит в этом очевидный выбор. Однако всегда раздражающая Аска отказывается, оставляя Гальдо и Джина в недоумении. Она объясняет, что оставила дворянство, чтобы поступить в Литл Гарден, и эта дерзкая девчонка больше не заинтересована в привилегированной жизни. Аска обращается к Ю, который, как ни странно, является одиночкой и ищет новых друзей не только в Литл Гарден. Аска решает стать ее другом, превращая ее в союзника. Гальдо, подражатель крутого парня с его глупо выглядящими острыми зубами, отказывается от их предложения, полагая, что он контролирует все в восточной части города. Аска сердится, приказывает ему заткнуться и сидеть смирно, как хорошему щенку. Аска спрашивает Джина, часто ли проводятся игры с подарками, в которых в качестве ставок используются баннеры. Он признает, что они редки, поскольку сообщества не хотят рисковать своим существованием. Это странно, поэтому Аска задается вопросом, как году удалось привлечь так много сообществ к участию в играх с подарками вместе с ними. Используя свою силу, она заставляет Гальдо говорить правду. Они выясняют, что подонок Гальдо похищал женщин и детей, чтобы шантажировать небольшие общины, заставляя их играть против них. Чтобы обеспечить себе победу, этот абсолютный монстр держал в заложниках детей из разных общин. Разъяренная Аска спрашивает о текущей ситуации с детьми.
Поразительно, но Гальдо признается, что оборвал жизнь детей на первый день из-за постоянного плача. Он не делал этого намеренно в первый день, но этот ужасный парень стал зависимым, поэтому он продолжал делать это каждый раз, когда они брали детей в заложники. Эмоционально заряженный Аска приказывает ему заткнуться. Гальдо превращается в монстра, думая, что девочкам нравятся боевые способности. Он нападает, но ты вмешиваешься. Аске надоел этот кусок дерьма, и она вызывает Гальдо на подарочную игру, ставя на кон знамена соответствующих сообществ. Позже Черный кролик и Изи вернутся в город. Черный кролик был ошеломлен, узнав, что остальные члены группы такие же сумасшедшие, как Изи. Когда она узнала о том, что Аска и Ю бросили вызов Гальдо и его сообществу в игре с подарками, она успокаивается, понимая, что Изи должен быть в состоянии победить Гальдо, но она ошеломлена, когда Изи говорит, что не будет вмешиваться в их битву. После этого Черный кролик ведет троицу в 1000 глаз, сообщество, специализирующееся на оценке подарков и других секретных вещей. По прибытии Шираяша маленькая извращенка бросается к черному кролику, выражая свое восхищение и восхищаясь его гигантскими и значительными качествами. Когда игривый момент заканчивается, Шираяша представляется как высокопоставленный чиновник 1000 глаз и член 4 врат маленького сада. Она сорванец, который любит самовосхваляться и рассказывает, что иногда помогает черному кролику. Во время их разговора Ю интересуется системой врат в стране. Черный кролик объясняет, что номер врат сообщества указывает на его силу, причем ворота, расположенные ближе к центру, являются самыми сильными. В то время как у 7 ворот на окраине Литл Гардена нет названия, потому что они очень слабые. Вступая во владение, Шираяша показывает, что 4-й уровень и ниже считаются высшими уровнями. Она также показывает, что именно она даровала божественность змею, побежденному Изеем на краю света. Они взволнованно встают, и Изей спрашивает, сильнее ли она бога воды. Как и ожидалось, Шираяша оказывается повелителем демонов и сильнейшим мастером этажей. Заинтригованные ее заявлениями, Изи и остальные показывают, насколько они сумасшедшие, поскольку каждый из них хочет вызвать ее на поединок. Шираяши соглашается, заявляя, что ей не хватает товарищей по играм. Изи, у которой такие массивные наушники, что их можно принять за спутниковую антенну, превозносит ее самолюбие, но готова уничтожить маленькую куколку. Внезапно, используя странную силу, Шираяша превращает их окружение в открытое пространство и проявляет себя как повелительница демонов Белого рыцаря. Она снова спрашивает Изи, принимает ли он ее вызов. Осознав ее силу, Изи мудро отказывается от дуэли, но готов испытать себя на прочность. Неожиданно она вызывает Грифона, мифическое существо, которое руководит играми с подарками. Шираяша бросает нам вызов. Один из них должен оседлать Грифона, который облетит озеро и не упадет. Эта задача заинтересовала Ю, и она вызвалась добровольцем. Удивительно, но она может общаться с животным, которое, похоже, никак не может решить, кем оно хочет быть, птицей или львом. Это животное, похожее на сбитый с толку талисман, объясняет, что оно потеряло бы свой уличный авторитет среди других глупых на вид животных, если бы проиграло такой слабой на вид девочке. По этой причине он задается вопросом, что она могла бы предложить взамен такого, что заставило бы его рискнуть попасть в неловкое положение как в птичьем, так и в львином королевствах. После недолгих раздумий Юй смело предлагает свою жизнь, шокируя всех. Она заявляет, что если она упадет с Грифона, то он может съесть ее живьем. С невозмутимым видом она усаживается на спину Грифона, изучая его крепкое телосложение, подтверждая его силу, как однажды сказал ей ее отец. Это животное, которое выглядит так, словно его смешали в блендере с ДНК льва и орла, совершает полет, паря в воздухе. Другие супердети начинают беспокоиться за нее, так как птичья кошка движется так быстро, что температура должно быть очень низкая. Несмотря на то, что трудности усиливаются, Ю вспоминает дни, проведенные в больнице. Она помнит несколько вдохновляющих слов своего отца и подаренное им ожерелье, которое позволило бы ей выйти во внешний мир. Она клянется не потерпеть неудачу и стремится подружиться с Грифоном. Все в ужасе наблюдают, как ты, кажется, теряешь сознание. В конце концов, Грифон пересекает финишную черту, принося хорошие новости о том, что ты победил. Однако в этот момент ты теряешь сознание и соскальзываешь со спины Грифона. На полпути вниз ее деревянная подвеска начинает светиться, позволяя ей удивительно плавно парить в воздухе, точно так же, как Грифон.
После благополучного приземления наш мальчик Изи говорит, что он все это время что-то знал. Деревянная подвеска с гравировкой Ю дает ей возможность забирать силы любого животного, с которым она подружится, и делать их своими собственными. Грифон, который является потомком двух животных, которые определенно не должны были этого делать, теперь называет тебя своим другом. Он хочет, чтобы она использовала полученный подарок как напоминание о том, что она победила его. Шираяша, к сожалению, объясняет, что оценка способностей находится далеко за пределами ее компетенции, но она может сделать кое-что еще. Затем она выдает каждому из них карточку, на которой можно хранить их подарки, и позволяет им назвать те, которые у них есть. Однако на карточке Изи написано неизвестно, что является исключением из правил, и добавляет уверенности и без того переполненному эгоизму. Шираяша находит это интригующим, задаваясь вопросом, как долго Изи сможет сохранять свое самодовольное отношение. Позже она проводит всех в бывшие владения No Name. Изи с такими большими наушниками, что он мог бы слышать мысли людей, тщательно исследует почву, приходя к выводу, что их битва, должно быть, произошла 200 лет назад. Однако черный кролик опровергает это, показывая, что битва произошла всего 3 года назад. Тем не менее, в этом есть какой-то смысл, поскольку повелители демонов способны на безумное количество разрушений, и им нравится сражаться с одним из них. В другом месте какая-то случайная цыпочка кусает Гальда за шею и объясняет, что она только что дала ему какую-то сумасшедшую силу. Ему решать, что с этим делать, но ей интересно, что планируют делать новые участники No Name. После краткой экскурсии по территории Black Rabbit и вся группа направляются к каналу, который пересох больше, чем твоя личная жизнь. С большим волнением она помещает саженец водяного дерева в центр, и вскоре вода хлынет наружу, наполняя канал и озеро водой. Пресная вода. Аска замечает облегчение на лице Джина теперь, когда им больше не нужно полагаться на другие сообщества в поисках воды. Эти дети, оставшиеся без родителей, могут просто сидеть дома и целыми днями играть в видеоигры, вместо того, чтобы ходить за водой и заниматься физическими упражнениями. Более того, они могут начать выращивать себе еду, чтобы выжить, не участвуя в играх с подарками. С наступлением темноты девочки принимают успокаивающую ванну. Юй упоминает о лесном аромате воды, а черный кролик объясняет, что вода из саженца водяного дерева обладает особым ароматом. Аска признается, что ей неудобно принимать ванну, потому что маленькие сироты работают как собаки на патагонной фабрике, и именно они построили ванну. Черный кролик уверяет ее, что наслаждаться ванной, пока дети заняты другими делами, это совершенно нормально. Поскольку родители, у которых нет детей, не могут участвовать в играх с подарками, ожидается, что они будут помогать игрокам другими способами. Аска и Ю теперь понимают, что игры с подарками – это не просто детская забава. Они могут кардинально повлиять на жизнь людей, заставляя их стремиться к победам на благо общества. Черная крольчиха с ее дурацкими длинными ушами предлагает им перестать говорить о сиротах, которые испытывают депрессию, и вместо этого поговорить о чем-нибудь женском. Она спрашивает о прошлой жизни Аски, но Аска чувствует себя неловко, обсуждая себя, и умело переводит разговор на черную крольчиху, спрашивая об изменении цвета ее волос и секрете, стоящем за этим. Ее огромные активы. Позже ночью группа бандитов прибывает на территорию Безымянного, намереваясь захватить детей в качестве заложников. К счастью, Изай легко предугадывает их действия, потому что отморозки одинаковы в каждом аниме. Он использует свой фирменный прием, швыряя в них маленькими камешками как босс. Осознав, что они в меньшинстве, бандиты сдаются. Увидев силу Азея, они решают, что слухи о том, что он достаточно силен, чтобы победить богов, верны. Эти парни не только подонки, крадущие детей, но и предатели, поскольку теперь они ищут помощи Изи в победе над Гальдо. Несмотря на их мольбы, Изи категорически отказывается, выглядя совершенно безразличным. Джин удивляется, как он мог быть таким холодным, но Изи быстро указывает, что эти ребята самые лучшие. Те, которые берут детей в заложники. Упорствуя, бандиты раскрывают, что Гальдо служит повелителю демонов, что дает ему неограниченную власть в восточном крыле. Они не могут противостоять ему из-за захваченных им заложников. Изи, который носит такие массивные наушники, что у него выворачивается шея всякий раз, когда он кивает в такт музыки, снова вмешивается, высокомерно заявляя, что Гальдо прикончил всех заложников в день их прибытия. Джин подтверждает то, что он говорит, оставляя бандитов в глубоком отчаянии, так как они не понимали, что делал Гальдо. Иссе признает их отчаяние и утверждает, что его маленький приятель Джин поклялся
поклялся победить всех повелителей демонов до единого. Он продолжает хвастаться, в то время как невинный маленький Джин кричит в замешательстве. Внутри особняка Джин кричит на Айза за то, что тот сделал заявление, которое они не могут подтвердить. Однако, будучи Локи Эйнштейном, Айз показывает, что он придумал идеальный слоган для своего будущего плана. Он называет Джина могущественным коротышкой, объясняя, что настоящие цели повелители демонов. Чтобы достичь этой роли, они должны позиционировать себя соответствующим образом, чтобы другие могущественные личности, жаждущие сражений, присоединились к ним. В настоящее время они находятся в крайне невыгодном положении, поскольку у них нет ни флага, ни имени. Для достижения своей цели они превращают Джина из обычного лидера в лидера, который бросает вызов каждому повелителю демонов. Более того, если они выиграют завтрашнюю игру, они хорошо себя зарекомендуют, и повелители демонов будут не единственными, кто обратит на это внимание. Прерывая свою речь, маленький сопляк сообщает, что среди безымянных все еще есть один человек, с которым они не знакомы. Она была бывшим повелителем демонов под их настоящим именем и знаменем. К сожалению, она находится в рабстве в семье аристократа и станет призом в предстоящей игре с подарками. Армия BTS по ошибке прерывает их разговор, думая, что Изи и Джин ссорятся. Изи поясняет, что у них был приватный разговор, а отвратительные девчонки помешали им. Перед уходом Изи обещает Джину, что спасет его друга-раба, но только в том случае, если он выиграет завтрашнюю игру с подарками. Но если он проиграет, то закованный в кандалы скажет, что он уйдет. Тем временем на территории лесного Гаро Летиция, очевидная вампирша из прошлого, присматривает за Гальдо, который теперь превратился в какого-то монстра. Один из его головорезов пытается предупредить его о предстоящей игре с подарками, но Гальдо на данный момент просто кровожадный монстр и удаляет этого парня. В ночь игры с подарками три марионетки Аска и Юань отправляются на поле битвы. Черный кролик напоминает, что игры с подарками обычно проводятся на специальных территориях, но эта игра проходит в жилом районе. Джин подозревает, что повелитель демонов что-то спланировал заранее. Он прикасается к одному из деревьев и узнает, что они были усилены заклинанием превращения в зверей. Черный кролик обращает всеобщее внимание на контракт, в котором говорится, что Аска и Ю будут сражаться определенным оружием вместо своих подарков. Исе понимает, что Гальдо выровнял игровое поле, насмехаясь над Джином и остальными за то, что они не согласовали правила заранее. Однако Аска, уверенная в себе, как всегда, любит бросать вызов. Несколько мгновений спустя Ю, Аска и Джин входят в темный лес. Ю, по-видимому, в какой-то момент подружилась с собаками, так как теперь у нее высокий уровень обоняния. Они ищут подсказки и оружие, но ничего не находят. Аска предлагает сменить стратегию и самой найти Гальдо. Как только она высказывает свое бесполезное мнение, ты находишь Гальдо. Поскольку засады не было, Аска хочет спросить Гальдо, зачем он заманил их туда. Они нашли его, но теперь он выглядит немного по-другому, так как превратился в тигра альбиноса Тони. Неподалеку они нашли серебряный скрещенный меч, намекая на то, что это должно быть оружие, которое они должны использовать, чтобы победить Гальдо. Джин делает вывод, что Гальдо превратился в тигра-вампира и приходит к выводу, что кто-то манипулирует им сзади. Затем Гальдо начинает атаку. Возможно, у Аски немного заторможенный мозг, так как она пытается использовать свой дар против него, хотя только что прочитала, что это не сработает. Ю, используя свою звериную силу, блокирует его атаку и призывает остальных спасаться бегством. Аска заставляет Джина бежать, но он отказывается, поэтому она использует свою способность управлять разумом, чтобы заставить его бежать. Как ни удивительно, он тащит ее за собой, когда они убегают. Юй хватается за могучий меч и делает все возможное, чтобы отбиться от чудовищной кошечки Кити. Через некоторое время Аска убеждает Джина перестать убегать. Джин рассказывает, что Гальдо изначально был тигром, который научился принимать человеческий облик с помощью магии. Знания о демонах позже превратили его в демона, а теперь и в вампира. Когда Джин заканчивает свою небольшую речь, ты получаешь серьезные ранения. Измученная после неудачной попытки победить Гальдо, она падает в обморок, оставляя все в руках Аски. При исполненной решимости она выходит вперед, чтобы сразиться с Гальдо в одиночку, и Летиция становится заинтригованной тем, что чувствует, как что-то происходит. По пути Аска вспоминает слова черного кролика, сказанные накануне. Взглянув на подарочную карту Аски, она обнаруживает свою способность использовать авторитетные слова. Она предполагает, что ее слова могут влиять на подарки других людей и неодушевленные предметы. Аска подожгла замок Гальдо, вызвав его гнев, а затем вызвала его на поединок 1 на 1.
Однако это быстро обернулось неприятными последствиями для этой дурочки, так как она была подавлена, что вынудило ее попытаться сбежать. Несмотря на все ее усилия, Гальда со скоростью безумно сильного тигра быстро догоняет ее. Она говорит Гальда приготовиться, и Аска использует свои властные слова на ближайших деревьях, чтобы удержать Гальда. Однако этот тигр не какой-нибудь маленький котенок, поскольку он способен вырваться на свободу. Осознавая свое невыгодное положение, Аска вспоминает еще несколько советов, которые дал ей черный кролик, и приказывает Серебряному мечу поделиться своей силой. Используя эту новообретенную способность, она поражает Гальда в грудь, превращая его в пепел одним ударом. Злому управлению Гальдо наконец-то пришел конец, и Аска объявляет о своей победе. После битвы черный кролик отведет тебя в общественный центр, где есть целители. Наблюдая за всем этим, Джин, будучи таким же коротышкой, каким он и является, снова чувствует себя бесполезным. Однако, находясь рядом с ним, Изи призывает его набраться смелости, чтобы их планы увенчались успехом. Когда люди безжалостно сжигают знамя лесного Гаро, Изи выходит вперед вместе с Джином, представляя его как человека, который в одиночку победил Гальда. Изи с такими большими наушниками, что кажется, будто он пытается измерить сейсмическую активность, указывает, что именно Джин восстановил их гордость и позволил им вернуть свой флаг. Джин осознает свою ответственность и искренне просит людей поддержать его новое начинание. Они все впитывают каждое слово и начинают аплодировать. В городе человек по имени Лиес посещает штаб-квартиру Тысячи Глаз в надежде встретиться с Шираяшей. Вернувшись в поместье без имен, в комнате Исе, он спрашивает у черного кролика о состоянии здоровья Ю. Она со вздохом облегчения заверяет его, что Ю вне опасности и просто спит. Даже несмотря на то, что выглядит так, будто она подключена к какой-то футуристической системе жизнеобеспечения. Переводя разговор на Изи, Зайка выражает свою благодарность за то, что согласилась помочь их подруге больше не быть рабыней. Изи отвечает своим обычным высокомерным тоном и самодовольной улыбкой, обещая сдержать свое слово. Затем он разузнает информацию о ее подруге, у которой нет свободы. Черный кролик, будучи веселым маленьким кроликом, каким она и является, рассказывает, что ее подруга когда-то была уважаемым повелителем демонов, но была похищена во время набега на их общину. С тех пор она стала призом в играх с подарками, переезжая из одного сообщества в другое, как тряпичная кукла. Черный кролик надеется, что Изя выиграет игру и вернет ее домой, чтобы они могли вместе посмотреть видео анкап. Изя, у которого такие большие наушники, что он выглядит как член команды диспетчеров воздушного движения, быстро что-то предлагает. Он думает, что черный кролик должен участвовать в игре с подарками вместо него, потому что он не какой-нибудь простофиля, а она была довольно бесполезна с самого начала этой игры. Аниме. Она без колебания раскрывает свою роль судьи. Она не может участвовать в розыгрышах подарков, не выполнив целый ряд требований. Несколько мгновений спустя Исса обнаруживает, что обладает некоторыми серьезными способностями, когда сталкивается с подслушивающим устройством, которое болталось поблизости. Летиция раскрывает себя, используя свои способности, чтобы проникнуть в комнату. Впечатленная восприятием Айза, она замечает его способности чувствовать паука. Однако Айс не ожидал встретить глупую маленькую девочку. Исса обнаруживает, что обладает некоторыми серьезными способностями, когда сталкивается с подслушивающим устройством, которое болталось поблизости. Летиция раскрывает себя, используя свои способности, чтобы проникнуть в комнату. Впечатленная восприятием Айза, она замечает его способности чувствовать паука. Однако Айс не ожидал встретить глупую маленькую девочку Лолли. Летиция атакует ветками деревьев, но Айс легко парирует ее удар, вызывая панику среди местных жителей. Врываясь внутрь, черный кролик и остальные входят в комнату. Когда Изи собирается перейти в контратаку, черный кролик останавливает его, но наш мальчик говорит ей, чтобы она заткнулась, прежде чем он тоже расскажет ей об этом деле. Черный кролик объясняет, почему она хочет остановить его, и шокирующе показывает, что Летиция тот друг, которым он должен быть. Экономлю. Я был шокирован, когда они решили воздержаться от отправки Летиции в рай для Лолли. Когда все успокоились, черный кролик раскрыл личность Летиции как редкого чистокровного вампира, известного как рыцарь маленького сада. Несмотря на свой высокий статус, Летиция утверждает, что теперь она просто объект, принадлежащий другому хозяину. Черный кролик требует, чтобы она не говорила так, поскольку она намного больше, но Джин останавливает ее. Джин абсолютная дикарка и согласна с тем, что Летиция всего лишь объект. Аска указывает на то, что если королева Летиция должна быть их другом, то почему она помогла Гальдо стать гигантским чудовищем Гальдо? Аска очень расстроена этим и напоминает им, что ее друг был серьезно ранен из-за этого. Летиция приносит извинения за травму Ю и рассказывает, что она помогла Гальдо осуществить его мечту стать белым Симбой из Короля Льва, потому что хотела проверить их силу.
Она хотела знать, достаточно ли сильны 3 призванных героя, чтобы она доверила им безымянное сообщество. К сожалению, она пришла к выводу, что их силы слишком слабы. Изначально она намеревалась убедить Джина отказаться от восстановления их сообщества, но смелые действия Изи сделали роспуск невозможным. Черный кролик указывает, что все, что им нужно сделать, это вернуть Летицию с помощью игры с подарками. Как только она перестанет быть рабыней, она сможет возглавить безымянных. Это могло бы сработать, но Летиция приносит свои извинения, так как с этим есть одна проблема. В штаб-квартире Фаузанта Лея утверждает, что отменила подарочную игру с Летицией в качестве приза, сообщив, что вместо нее он нашел покупателя. Шираяша раздражен этим подлым балом и указывает на то, что Летиции сейчас там нет. Если он не сможет завершить ее продажу, то не сможет остановить игру с подарками. Лея говорит, что все под контролем, но вскоре Шираяше становится ясно, что он намерен уничтожить безымянных. Он бросает чашку прямо к ее ногам и самодовольно извиняется, говоря, что она просто выскользнула из его жирных рук. Она называет этого парня новорожденным, потому что он ей надоел, а он насмехается над ней, притворяясь, что боится ее. Лея притворяется, что боится, что она может лишить его жизни, но угрожает разрушить весь ее магазин, прежде чем он отправится на небеса. Несмотря на то, что он провоцирует ее, Шираяша воздерживается от драки, беспокоясь о потенциальном вреде, который она может причинить прохожим. Вернувшись в поместье без имен, вампирша Лолли объясняет, что игры с подарками были отменены. Аска хочет, чтобы они просто спрятались как трусы, чтобы Летицию не продали, но это не сработает. Летиция уверена, что ее владелец знает, где она находится. Кроме того, в любом сообществе их возненавидели бы, если бы они попытались сделать что-то настолько глупое. Как всегда нетерпеливый, напоминает Летиции о ее первоначальном мотиве испытать его на прочность. За пределами особняка Летиция излагает правила игры, в которой они бросают друг в друга толстые копья. Проигрывает тот, кто получит первое попадание. Летиция бросает свое первое с невероятной силой. Изи, будучи альфа-боссом, не только блокирует удар, но и перенаправляет его обратно на нее. Прежде чем ее ударит, Летиция вздыхает с облегчением, зная, что Изи силен. Поскольку он более чем способен позаботиться о безымянных, Летиция готовится к тому, что Земля отправит ее прямо в загробную жизнь. Однако ее план позволить себе умереть рушится из-за того, что ее спасает черный кролик. Черный кролик проверяет карточку Летиции и подтверждает то, чего она боялась. Летиция, когда-то обладавшая великим даром повелительницы вампиров, утратила свою божественность и теперь просто обычный вампир. Именно в этот момент появляется какой-то странный луч. Черный кролик распознает в этом силу Горгоны и предупреждает всех, чтобы они не позволяли ей прикоснуться к себе. У Аски наихудшие рефлексы, которые когда-либо существовали, поскольку она просто стоит там, но, к счастью для манекена, Летиция прыгает и спасает ее. Вместо этого в Летицию попадает луч, и она, к сожалению, превращается в камень. Приспешники Леи готовятся забрать ее и объяснить черному кролику, что Летиция будет продана за пределами маленького сада. Черный кролик приходит в ужас, услышав это, и указывает, что вампиры могут выжить только под солнечными лучами внутри маленького сада. Приспешники называют безымянную сточную канаву мусором и говорят глупой крольчихе, чтобы она закрыла свой глупый кроличий рот, прежде чем они набьют его морковью. Черному кролику надоели эти низменные жизни. Она приходит в ярость и начинает набирать силу. Она призывает оружие Индры, но приспешники говорят, что это невозможно, и предполагают, что это должно быть просто копия. Черный кролик как раз собирается преподать этим придуркам урок, но Изи хватает ее за уши, как будто хочет, чтобы его отменили, и предотвращает начало войны против сообщества Тысяча Глаз. Придурки ушли, но у Изи есть план, и он говорит малышу присмотреть за их другом, который находится без сознания. Уладив этот вопрос, Изи, Аска и Черный кролик отправляются на встречу с лидером сообщества Персея Леусом Персеем. Леус представляется как лорд-придурок, лидер сообщества придурков, раскрывая свою склонность к порабощению женщин. Он обращает свое внимание на черного кролика, выражая удивление, увидев кролика в восточном крыле, и предлагая ей присоединиться к его команде из-за ее выдающихся личностей. Однако вмешивается Аска, утверждая, что черный кролик предан их сообществу, что побуждает Изи заявить о своих правах на нее. Черный кролик пытается объяснить, что она не какой-то объект, и она одевается так только потому, что Шираяша сказала ей, что она получит 30% прибавку к зарплате. Платите, когда играете повторно. Разговор принимает серьезный оборот, когда черный кролик обвиняет людей Лая в незаконном проникновении на территорию и нападении на их людей. Чтобы доказать свои слова, она требует, чтобы Лай снял свое заклинание окаменения, чтобы Летиция могла это подтвердить. Лай отклоняет просьбу, показывая свое намерение
намерение держать Летицию окаменевшей до тех пор, пока ее не переведут. Он утверждает, что Летиция в любом случае может солгать, чтобы защитить своих бывших товарищей. Поскольку обеим сторонам не хватает доказательств, Лея решает уйти, намереваясь научить Летицию хорошим манерам, прежде чем ее переведут, заявив, что ее новому владельцу не нужны вещи Лоли Хан. Это вызывает трансформацию черного кролика в гневе. Лея толкает ее еще дальше, когда он рассказывает, что Летиция отдала свою душу и пожертвовала своей божественностью королевы вампиров только для того, чтобы снова увидеть черного кролика. Неожиданно Лейс сделал мне предложение. Он освободит Летицию, но взамен он хочет, чтобы черный кролик стал его рабом. Аска считает это предложение нелепым и говорит черному кролику, что им следует уйти. Однако черный кролик глуп и не может перестать думать о Летиции, поэтому она не двигается с места. Лейс, упорствуя в своих жутких поступках, подталкивает черного кролика выполнить свой долг и спасти свою подругу. Вмешивается Аска, приказывая Лейсу извиниться и используя свои способности, чтобы поставить его на колени. Однако, к их удивлению, Лейс освобождается от ее оков и призывает свое оружие, готовясь к атаке. Айс вмешивается и без особых усилий останавливает атаку одним пальцем, шокируя Лейса. Шираяша, посредник в разговоре, встает и угрожает всем прекратить. Откуда ни возьмись, появляется глупый черный кролик, извиняется за их предыдущую стычку и просит Лейс дать ей немного времени. Проявляя снисходительность, Лис дает ей 1 неделю на то, чтобы она приняла решение стать его покорной рабыней. Лис является лидером Персея, но считается, что община символизирует могущественное и благородное божество. Шираяша рассказывает, что исторически Персей был одним из самых престижных сообществ в Литлгардене, известным проведением легендарных игр с подарками. Однако под руководством Леи они превратились в сообщество придурков, думающих только о женщинах и выпивке, подобно зрителям аниме. Вернувшись в поместье без имен, черный кролик подумывает о том, чтобы принять предложение Леи. Аска противостоит ей, утверждая, что продажа своего тела ничего не изменит, потому что она недостаточно хороша собой. В пылу ссоры эти двое начинают спорить. Их внимание отвлекает Юй, который вместо того, чтобы сделать что-то действительно полезное, просто приносит им печенье. Оказывается, она даже не пекла его сама, а попросила осиротевших рабов сделать это вместо нее. Сладкие лакомства, вызывающие диабет, на самом деле сделали свое дело, когда черный кролик и Насука извинились друг перед другом. Затем Юй убеждает черного кролика рассмотреть другое решение. Черный кролик показывает, что после всей этой драмы на самом деле есть другой способ. Давным-давно произошла легендарная древняя битва, и сейчас проводится игра с подарками, имитирующая ее. В ней смогут принять участие даже люди низкого уровня, и это может стать их ответом. Однако им придется выиграть 2 из этих подарочных игр. Проблема в том, что эти игры невероятно сложны, и на то, чтобы выиграть обе, уйдут годы. Неожиданно в комнату врывается кто-то и ставит на стол пакет, наполненный предметами, похожими на арбузы. Аска расспрашивает его о его приключениях, в то время как Ю упоминает, что дверь была не заперта. Со своим обычным самодовольным видом он рассказывает, что выполнял задание, данное ему Шираяшей. На следующее утро в поместье Персея Лиас видит сны о черном кролике, как это и есть жуткий сон. К его удивлению, она появляется и вызывает его на дуэль. Сначала, отказавшись из-за трусости, Лиас меняет позу, когда черный кролик показывает свои гигантские круглые глаза. Лиас шокирована, потому что это подарки, которые демонстрируют право бросить вызов легенде. Это удивительно, потому что это означало бы, что безымянным каким-то образом удалось победить Кракена и зверя, известного как Грей. Черный кролик показывает, что это правда, поскольку взгляд в прошлое показывает, что Изи противостоит Сквидварду. Покрытый ракушками зверь хотел произнести длинную речь, но Изи прервал ее, чтобы победить его. Затем Изи сказал, что после победы над Кракеном бог воды стал более сильным противником. У Лейса нет другого выбора, кроме как принять вызов. Однако он самоуверенный маленький придурок, поскольку угрожает причинить черной крольчихе такую сильную боль, что ей в голову не придет снова бросить ему вызов. На игровой площадке Изи и ее команда получили контракт с подробным описанием правил игры. Удивительно, но Элиас решил поиграть в прятки с элементами убийства. Как и в легенде, они должны убить его во сне, пока он видит сны о том, как он становится иссякаем и попадает в мир, наполненный леденцами. Черный кролик разъясняет правила. Они должны найти Лейса так, чтобы их самих не заметили, иначе они потеряют право бросить ему вызов. Ю каким-то образом может определить, что все охранники очень могущественны, просто учуяв их запах. А еще у охранников есть дар невидимости. Как будто всего этого барахла недостаточно, существует еще большая опасность, и это дар Персея. Изи прерывает ее и шокирует всех, когда говорит, что он уже все знает.
Персей украл бывшего повелителя демонов, который преподает богословие. Все они задаются вопросом, не является ли наш мальчик гением с коэффициентом интеллекта 300, но на самом деле это не так. Изи указывает на звезды, указывая на утешение Персея как на важную подсказку. Приготовившись к битве, Изи и его команда штурмуют поместье Персея. На верхнем этаже люди Лиаса занимают свои позиции, готовые отразить любую атаку. Заботясь о чести своего знамени, один человек призывает Лиаса быть настороже. Лиаса раздражает, что ему указывают, что делать, потому что он очень вспыльчивый человек. Он говорит всем, чтобы они обязательно выполняли свою работу, устраняя ботаников, которые приходят за ним, чтобы ему не пришлось прибегать к использованию своей скрытой силы, которая у него на тощей маленькой шее. У входной двери Аска атакует нескольких охранников водой, которую она контролирует, используя слова власти. Один из этих охранников второстепенных персонажей называет ее идиоткой Лолли за то, что она раскрыла себя, так как он думает, что она забыла, что раскрытие себя лишает ее права бросить вызов Лейсу. Однако Аска думает о более ранней стратегии Изи, разделившей команду на 3 роли. Изи и маленький мальчик устранят мастера игры Лаюса. Никчемный заклинатель зверей вынюхает и нейтрализует невидимых охранников. Одному из них пришлось выступить в роли приманки и лишиться права бросить вызов мастеру игры, так что этим человеком была Аска. Она привлекает мужчин волнами воды, но это ничего не дает. В конце концов, Аска вызывает водяное дерево, используя бесконечный запас воды, чтобы победить всех охранников. Внутри особняка Хиппи Ю сопровождает диджея Зеду и малыша Джина на верхние этажи. Внезапно она ощущает присутствие невидимого охранника поблизости и быстро выводит его из строя, используя свой острый собачий нюх. Она закрепляет шлем охранника и объясняет, что шлем Аида дарует невидимость его владельцу. Я благодарен Хиппи за то, что она как хорошая собака вынюхивает врага, но она объясняет, что ожидает чего-то взамен позже. Я быстро надеваю шлем, проинструктировав Джина найти безопасное укрытие. Малыш понимает, насколько бесполезна и бессмысленна вся его жизнь, и даже как будто гордится этим, поэтому он убегает и прячется в какой-то маленькой коробке. Изи, который теперь невидим, уничтожает нескольких охранников, но ситуация обостряется, когда кто-то нападает на юг. Ю не смог обнаружить этого человека, поэтому Изи отчаянно борется с воздухом в надежде, что он попадет в человека. Изи тоже не может почувствовать этого парня, поэтому он решает, что у этого человека должен быть настоящий шлем Аида. Изи пытается спровоцировать таинственного человека на раскрытие своего присутствия, но умный человек молчит и продолжает вертеться вокруг тебя, как тряпичная кукла. Юй решает перестать быть никчемной боксерской грушей и использует свое маленькое ожерелье для испускания ультразвуковых звуковых волн. Она способна обнаружить спрятавшегося парня и указать ему, куда ударить. Используя свою огромную силу, Изи наносит мощный удар, лишая человека сознания. Охранник использует свои последние слова, чтобы похвалить Исё за его силу, но Изи игнорирует его и просто забирает свой симпатичный шлем. Джин оставил свой сейф, чтобы спросить, может ли он перестать быть бесполезным, и Исё дал ему дополнительный шлем-невидимку. На следующем этаже черный кролик надеется, что у всех все в порядке, и начинает дергаться как сумасшедший. Оказывается, наш мальчик Исё прикасался к ней, но только для того, чтобы пощекотать ее, а это гораздо меньше того, что вы, хидоны, могли бы сделать, обладая способностями невидимки. Леус был там и ждал их, и мальчики были ошеломлены, когда увидели окаменевшую Летицию рядом с ним. Леус называет себя их противником и мастером игры, но говорит, что драться будет не он. Этот трус активирует сапоги Гермеса и пускается в бегство. Почувствовав намерение Лейса обострить ситуацию, Изи рассказывает, что планирует пустить в ход тяжелую артиллерию, оставив остальных в замешательстве. Изи, действуя как какой-то астроном, разъясняет, что утешение Персея включает в себя демоническую звезду по имени Алгол. Как и ожидалось, Лея вызывает повелителя демонов Алгола на поле боя. Алгол – это какой-то гигантский, отвратительный злой зверь, похожий на Карена, и Лея приказывает ему наводить ужас на всех своих врагов. Рев Алгола эхом разносится по дворцу, от которого у всех по спине бегут мурашки. Даже сами люди Персея называют Лея дураком за то, что он зашел так далеко и призвал ужасающе могущественного Алгола. Вернувшись на арену, черный кролик сразу понимает, что они в смертельной опасности, когда Алгол начинает разрушительную атаку. Она с легкостью уничтожает маленького слабого Джинна, чтобы защитить его, в то время как атака просто не попадает в Айза. Эта атака распространяется повсюду и превращает всех остальных в камень. Лейс торжествующе смеется, заявляя о своем намерении лишить жизни всех во дворце и купить новых рабов. Черный кролик рассказывает, что Алгал – повелитель демонов звездного уровня, похожий на Шираяшу, белого рыцаря.
За пределами арены подарочных игр Шираяши и ее ассистентка внимательно следят за игрой по телевизору, который старше, чем у подруги Джоша Кэти. Ассистентка Шираяши предсказывает, что безымянные проиграют, но Шираяша с этим не согласна, намекая на сюрприз. На поле боя Лея ведет типичную речь злого парня, объясняя, что хочет помучить своих противников, прежде чем победить их. Он приказывает Алгал использовать ее оружие, которое подходит для наказания, так как это кнут, и глупый повелитель демонов просто наносит целую кучу урона своим противникам. На арене вибрация от ее яростной атаки заставляет окаменевшую Летицию упасть, что побуждает черного кролика броситься к ней, но ее останавливают. Тем временем Изи отвлекает внимание Джина на себя. Изи называет его коротышкой и говорит, что знает, что Джин планировал сразиться с повелителем демонов после того, как вернет Летицию. Но теперь у Джина появился дополнительный козырь в рукаве. Джин мгновенно понимает его длинную скучную речь, от которой клонит в сон. Джин использует свое лучшее новое оружие и приказывает Изи показать свою истинную силу, чтобы положить конец игре с подарками. Диджей Изи каким-то образом слышит детский голосок Крохи в своих гигантских наушниках и говорит Джину сделать заметки о предстоящем битдауне. Однако эта разъяренная Карен хлещет нашего мальчика, как будто он какой-то кассир, который не хочет брать у нее купоны. Она причиняет огромные разрушения, так что идиот Лейс думает, что он победил. Очевидно, он не знает, что сражается с нашим главным героем, потому что он потрясен, когда видит, что Изи поймал кнут Алгола одной рукой. Изи готов к настоящему бою, поэтому расстроенный Лейс требует, чтобы Алгол стал серьезным. Алгол превращает свои плети в змей и пугает всех, когда начинает душить нашего мальчика. Конечно же, идиот Лейс думает, что он снова победил, но он шокирован, когда Изи уверенно задается вопросом, неужели это все, что у них есть. Изи резко открывает атаку, и Лис может только гадать, каким даром может обладать Изи. Он требует, чтобы Эл пошел и толкнул ребенка вниз, чтобы отвратительный монстр превратился в еще большее чудовище, так как она выглядит как Карен, которая только что получила неправильный заказ на кофе. Несмотря на возросшую силу Алгола, Айс просто еще больше распаляется и с легкостью поднимает повелителя демонов. Он отбрасывает повелителя Каренов в сторону, насмехаясь над Алголом за то, что на него повлиял простой человек. Лейс, прибегая к трусливой атаке сзади, обнаруживает, что каким-то образом продолжает промахиваться. Исё разъясняет, что Лис просто слишком медлителен. Даже ассистент Шираяши задается вопросом, действительно ли Исё простой человек или нечто гораздо более сильное. Шираяша предполагает, что бой окончен, но она начинает беспокоиться, когда Лиэс встает на ноги. С Лиэс было достаточно, и она приказывает Алгал нанести свой последний удар, способный превратить весь мир в камень. Джин уговаривает Изи бежать, но Изи со свойственной ему смелостью отказывается отступать. Вместо этого он прыгает вперед и наносит удар ногой Алгал, прерывая ее завершающий удар. Лейс ошеломлена, а Джим указывает, что Айс не просто отменил подарок, он его уничтожил. Черный кролик думала, что это невозможно, но она понимает, что дар Айс обладает способностью уничтожать другие дары, способностью, которая может уничтожить небеса и землю. В штате Тысячи Айс Шираяши наблюдает за этим и убеждается, что Айс действительно неизвестен. Айс завершает поединок ударом кулака, от которого Алгол врезается в стены арены. Когда Леус падает на колени, черный кролик, исполняющий обязанности судьи матча, готовится объявить безымянных победителями. Однако вмешивается, вызывая Лиаса на другую игру, на этот раз во время существования сообщества Персеи или жизни Лиаса. Теперь Лис понимает, что Летиция даже не была его настоящей целью, и Изи подтверждает это, говоря, что он мог освободить ее, когда ему заблагорассудится. Наш мальчик Изи, как всегда, очень уверен в себе и говорит Лейсу, чтобы он рисковал своей жизнью, чтобы его можно было развлечь. Разъяренный Лис противостоит Изи, но в итоге получает удар кулаком в лицо. Позже той же ночью Летиция просыпается в окружении всех своих спасителей. Изи и другие предложили Летиции стать их новой домашней хозяйкой, учитывая, что все они рисковали своими жизнями, чтобы спасти ее. Однако и Джин, и Черный кролик выступают против этой идеи. Несмотря на возражения двух самых бесполезных персонажей в любом аниме, Летиция соглашается стать горничной. Снаружи Черный кролик устраивает банкет для всех, включая детей рабов, которые, вероятно, проделали всю работу по его организации. Изи, который, должно быть, по какой-то причине боится показывать свои уши, удивляется, почему они празднуют на открытом воздухе. Внезапно ночное небо наполняется падающими звездами. Черный кролик сообщает, что сообщество Персея распалось, что привело к исчезновению их созвездия с неба. Вы с Аской удивлены, осознав, какую важную роль начинает играть маленький сад. Изи, более решительный, чем когда-либо, заявляет о своей новой цели, и она заключается в том, чтобы однажды их утешение засияло на небе. На следующее утро Аска думает о своей прошлой жизни аристократки, вспоминая финансовый кризис, с которым она однажды столкнулась. Чувствуя невыносимую скуку в мире, где никто не может ей отказать,
Внимание Аски привлекло письмо из маленького сада. Внезапный стук в дверь отвлекает ее от размышлений, и, открыв ее, она обнаруживает тебя и Лили с необычным письмом. В соседней комнате мы видим, что Джин упала в обморок как ребенок от переутомления после того, как попыталась не отставать от Изи в учебе. Как раз в тот момент, когда Изи советует Джину позаботиться о себе, в комнату врываются Аска, Ю и Лили. В тот же миг в комнате раздаются обзывательства. Разъяренный Аска наносит удар ногой в Иси, который быстро отводит Джина в сторону. Аска показывает ему письмо, которое они получили от Тысячеизированного. Это приглашение в северную часть маленького сада на фестиваль, известный как Восхождение Огненного Дракона. На этом фестивале различные ведущие устраивают различные игры с подарками, а главное мероприятие организует мастер зала. Аска рассказывает, что черный кролик прятал письмо, но ты нашел его и обратил на это ее внимание. Джин, такой же надоедливый, как всегда, запрещает им посещать фестиваль, объясняя это тем, что северная часть Литл Гарден находится далеко, и у них нет средств, чтобы добраться туда. Разочарованные, все трое говорят о том, какой глупый и уродливый Джин, не в силах поверить, что их община отплатит им таким образом. Манера поведения, несмотря на всю помощь, которую они предложили безымянным. Эти парни безжалостны, и мы планируем заставить их заплатить за сокрытие информации. Где-то в другом месте черный кролик получает от них письмо, в котором рассказывается об их планах поехать на фестиваль. Черный кролик в ярости, и далее в письме рассказывается о наказании. Если черный кролик не сможет найти их к концу дня, то они все покинут общину. В кафетерии Исы обсуждает планы поездки с Аской и Ю, спрашивая совета у Джина о том, как исследовать город и попробовать блюда местной кухни. Однако Джин, выступающий в роли завсегдатая вечеринок, показывает, что попасть на фестиваль вовремя будет невозможно. Это потому, что площадь поверхности маленького сада сравнима с гигантской звездой. Этот коротышка серьезно занимается математикой и объясняет, что расстояние между северным и восточным полюсами составляет около 980 тысяч километров, что делает невозможным своевременное прибытие на фестиваль. Джин предлагает всем просто разойтись по домам, но Аска отказывается. Они не могут вернуться, особенно после того, как отправили письмо с угрозами черному кролику. Наш мальчик Изи, должно быть, слушает аудиокниги о том, как стать гением, в огромных наушниках, которые он носит весь день, потому что ему приходит в голову блестящая идея. Изи предлагает, чтобы 1000 глаз оплатили их поездку, учитывая, что именно они их пригласили. Тем временем, вернувшись в безымянное поместье, горничные и несколько детей, оставшихся без попечения родителей, сообщают черному кролику, что они не могут найти Изи и остальных. Летиция предполагает, что они уже направляются к воротам, и заявляет, что черный кролик единственный, кто достаточно быстр, чтобы догнать их. Затем она предлагает черному кролику воспользоваться астральными вратами. Ей это ничего не будет стоить, поскольку черный кролик работает на власти. Черный кролик говорит сиротам, чтобы они возвращались к своей рабской работе, и превращается в розового кролика, прежде чем умчаться прочь. В штаб-квартире 1000 глаз требуют, чтобы Шираяша покрыл их транспортные расходы. Готическая Лолли согласна, что это имело бы смысл, поскольку они были приглашены, но первый спрашивает о слухах, касающихся их противостояния с повелителями демонов. Они не отрицают, что хотят сразиться с повелителями демонов, и винят во всем диджея А. Шираяша на самом деле рад это слышать и рассказывает, что один из мастеров этажей хочет, чтобы они уничтожили повелителей демонов. Джин с радостью соглашается на эту работу, однако Шираяша продолжает объяснять и спрашивает, знакомы ли Изи и остальные с мастерами пола. Все они, однако, слишком глупы и признают, что узнали о них только в тот день. Шираяша объясняет, что мастера полов следят за миром в маленьком саду, чтобы маленькие общины могли жить и развиваться в мире. Однако появление новых повелителей демонов нарушает этот мир. Особенно на северной границе, где мастер полов и лидер Саламандры передают свою власть своей дочери Сандоре, которая выбрала новое имя Огненный Дракон. Отсюда и название фестиваля «Восстание Огненного Дракона». Джейн рассказала, что у старого мастера Безымянного были действительно хорошие отношения с Саламандрой. Однако он никак не может понять, как 11-летняя Сандора смогла получить такую важную роль. Этот идиот, похоже, не осознает, что он еще и общественный деятель, и выглядит так, словно только вчера родился. Они предсказывают серьезные проблемы со стороны других мастеров пола в связи с возвышением Сандоры, но Шираяша намекает на другую причину. Однако, прежде чем маленький готический цыпленок заканчивает объяснять, нетерпеливая группа убеждает Шираяшу перевести их на северную границу. Это означает, что они согласны на просьбу, так как просто хотят поторопиться и уехать. Поразительно, но всего несколькими хлопками Шираяша доставляет их к северной границе. Все поражены тем, насколько отличается культура севера от культуры востока.
Когда они планируют исследовать город, черный кролик перехватывает их самым решительным образом. Они с Аской быстро убегают, но Ю снова оказывается самым бесполезным персонажем, когда ее ловит черный кролик. Черный кролик обещает наказать ее еще сильнее позже, но пока она просто отправляет ее в полет, так как ей нужно преследовать остальных. В переулке Аска выражает свое удивление тем, что черный кролик так быстро догнал их. Изи отмахивается от этого как крутой парень в наушниках, которым он и является, утверждая, что их письмо наверняка разозлило черного кролика. Аска просит Изи перестать вести себя как титулованная сопляк и сопровождать ее по городу. Изи, который, я уверен, постоянно носит на голове эти наушники, говорит какие-то крутые мужские вещи о том, как быть джентльменом, и сопровождает Аску. Тем временем Ю признается в розыгрыше с письмом, который они разыграли с черным кроликом, и признает, что это зашло слишком далеко. Шираяша, надеясь дать тебе цель в этом аниме, приглашает ее принять участие в подарочной игре под названием «Дуэль создателей», предназначенной исключительно для людей с творческими способностями. Шуяша объясняет, что северная граница сталкивается с довольно плохими условиями, поэтому они ценят подарки типа создания, чтобы сделать город более пригодным для жизни. Шираяша указывает на то, что ожерелье, подаренное ей отцом Ю, обладает огромной силой. Это настолько удивительно, что Шираяша даже готова купить его у нее за любую цену. Юй, конечно, отказывается, потому что ее уже нет в живых, и папа подарил ей это. Затем Шираяша объясняет, что она хотела бы сделать фестиваль более захватывающим. По какой-то причине она решает попросить помощи у самого скучного персонажа, и Ю соглашается это сделать. Затем Шираяша сообщает, что победитель подарочной игры получит от нее редкий подарок. В центре города Исё и Аска замечают плакат, на котором изображен редкий подарок для победителя главного события. Наш мальчик Исё в очередной раз демонстрирует свою гениальность, указывая на то, что этот предмет был изготовлен из редкого натурального стекла. Аска тупее, чем мешок с камнями, и ее впечатлили эти знания, но Изи говорит, что он просто хорош в мелочах. Ее внимание привлекает несколько персонажей из диснеевского мультфильма, и она надеется увидеть летающего тыквенного монстра. Изи понимает, что эта цыпочка говорит о тыквенном фонаре, и удивляется, почему она так мало знает о Хэллоуине. Причина в том, что ее всю жизнь держали в изоляции. Аска родилась отвратительным человеком, способным контролировать людей, поэтому в ней видели угрозу. К счастью для нее, после того, как она попала в маленький сад, все изменилось, за исключением того, что она по-прежнему отвратительна. Тогда Изи кое-что понимает. Изначально они оба с Земли, однако их временные линии и события расположены в случайном порядке. Аска подтверждает эту теорию, а также то, что Изи родом с Земли будущего. Изи больше не говорит о путешествиях во времени, и он предлагает использовать плодородную землю на безымянной территории, чтобы начать выращивать растения. Это очень поможет сообществу, а во время сбора урожая они смогут отпраздновать Хэллоуин. Эти два болвана продолжают говорить о Хэллоуине и не замечают, что к разговору присоединился черный кролик. Летиция появляется из ниоткуда, чтобы помешать Аске убежать, и Аска ждет, что ее героический джентльмен спасет ее. К несчастью для нее, нашего мальчика Изи уже давно нет в живых. Черный кролик гоняется за Изи по всему городу и в конце концов оказывается на крыше какого-то здания. Черный кролик хочет, чтобы он сдался, но Изи указывает, что собралась большая толпа, и он хочет стать для них диджеем. Но у него нет с собой никакого оборудования, поэтому Изи решает вместо этого пригласить черного кролика на игру. В качестве извинения за свое грубое письмо, кролик ничего не потеряет, если она не выиграет, но если он проиграет, то сделает все, что она прикажет. Маленький черный кролик говорит что-то о чести или о чем-то еще и решает, что она тоже хочет, чтобы ее заставили что-то сделать, если она проигрывает. Правила игры просты. Чтобы выиграть, каждый игрок должен попытаться коснуться другого ладонью своей руки. В другом месте Аска ест свой первый блинчик вместе с Летицией и Лили. Во время прогулки она заметила маленькую фею, которая плохо питалась. Летиция объясняет, что феи путешествуют группами, а это означает, что этот маленький человечек был отделен от своего сообщества. Аска пытается пообщаться с феей, но ее отвратительное лицо отпугивает ее. Аска оставляет блинчики с хромыми персонажами и бежит за феей, чтобы заставить ее посмотреть на ее отвратительное лицо. Изи бросает монетку, чтобы начать игру, пока толпа наблюдает за этими могущественными незнакомцами. Начиная игру, он бросается к черному кролику, осознавая ее преимущество благодаря ушам, которые, как ему сказали, подключены к центральным системам маленького сада. У нее определенно отличные слуховые способности, поэтому он решает, что его лучший шанс на победу – не выпускать ее из своего поля зрения. Зрение. Толпа поражена их скоростью и мощью, и в итоге оба бойца снова оказываются на зданиях.
Исё, будучи культурным человеком, каковым он и является, отмечает, что все это время ее мини-юбка удивительным образом скрывала все происходящее. Черный кролик рассказывает, что это своего рода волшебная юбка, поскольку она позволяет людям почти видеть содержимое. Изи полон решимости разрушить чары, но в итоге этот любитель сладостей просто пробивает здание. Черный кролик решает, что она уже победила, и прыгает со здания. Теперь я стою перед дилеммой. Она поймает его, если он прыгнет, но потеряет ее из виду, если он этого не сделает. Наш мальчик – гений бога битвы, и у него есть план. Изи пинает башню, на которую опирается, в результате чего вся порода рушится и начинается абсолютный хаос. Людям приходится спасаться бегством, и они назвали чувака с наушниками, постоянно прикрепленными к голове, сумасшедшим. К сожалению, здание начинает рушиться. Вынужденные сотрудничать два бойца разрушают разрушающуюся конструкцию, гарантируя, что граждане в конечном итоге не будут раздавлены. У двух врагов одна и та же идея, поскольку им обоим удается схватить друг друга одновременно. Их игра официально заканчивается в ничью, что дает каждому из них по одной команде. Когда их бой заканчивается, появляются какие-то глупые случайные люди, и я задаюсь вопросом, не они ли и есть оперативники. Я в ужасе, когда выясняется, что они являются членами парламента сообщества Саламандра. Во время главного события выставки Ю наконец-то делает что-то крутое, сражаясь лицом к лицу с колоссальным существом без мозгов. Используя силу Грифона, она взлетает в воздух и маневрирует в слепой зоне монстра. Обладая невероятной силой, как у слона, она сбивает зверя с ног, обеспечивая себе победу в полуфинале. Ведущая Шираяша поздравляет тебя, подчеркивая силу сообщества No Name. Затем Шираяша объявляет, что финал состоится на следующий день. Для объявления финала на сцену выходит Сандора, новый мастер танцпола Лали. После небольшой речи Сандора направляется в тронный зал вместе с Шираяшей, Изи и другими безымянными, за исключением Аски. В комнате какой-то парень по имени Мандра угрожает Изи суровым наказанием за весь ущерб, который они причинили. Наш мальчик Изи всего лишь боится однажды проснуться без наушников и говорит Мандре, что он просто пытался сделать все более захватывающим. Черный кролик пытается рассказать ему, в какие неприятности они попали, и дает ему почувствовать вкус, ударив его по голове. Мандра приходит в ярость от всех этих пустых разговоров, но Шираяша заставляет его замолчать. Она напоминает Мандре, что теперь Сандора главная, и именно она должна принимать решение о наказании. Сандора довольно спокойно относится ко всему происходящему и объясняет, что никто не пострадал. Шираяша даже согласилась сделать весь ремонт, так что Сандора решает не наказывать их. Все счастливы, кроме Мандры, у которого в заднице торчит палка. Все охранники уходят, наконец-то позволяя Сандоре вести себя как самой себе. Она спешит поприветствовать Джина и Лили, как старых друзей. Она извиняется за то, что не смогла прислать помощь, когда повелитель демонов напал на них. Сандора использует болезнь своего отца и свое участие в церемонии наследования в качестве причины отказа от помощи. Внезапно Мандра расстраивается, видя, что Джин так хорошо ведет себя с Сандорой, и нападает на Джина, намереваясь обезглавить его. Изи, быстро реагируя, без особых усилий блокирует удар. Мандра испытывает серьезную ненависть к безымянным, поскольку само их присутствие бросает тень на имя Саламандры. Сандора вмешивается, напоминая Мандре, что безымянные когда-то были союзниками, и призывает его быть более уважительным. Мандра называет свою сестру Сандору наивной и говорит ей, что общение с безымянными серьезно ослабит ее позиции. Затем этот придурок обвиняет безымянных в распространении таинственных слухов. Сандора приходит в ярость и приказывает своему глупому брату замолчать. Иза не оставит это без внимания и велит им рассказать об этом слухе. Затем Шираяша раскрывает пророчество, в котором предсказывается нападение повелителя демонов, которое произойдет во время фестиваля «Восход огненного дракона». Тем временем за пределами дворца Аске удалось подружиться с феей, которая не могла смотреть на ее уродливое лицо, подкупив ее едой. Они обменялись именами, и мы узнали, что эту фею зовут Раттенфингер из сообщества Раттенфингер. Вернувшись во дворец, Исей разочарован, так как ожидал банальной битвы за престолонаследие. Однако Шираяша отводит вину, заявляя, что были идиоты, которые согласились на эту работу, не выслушав цели. Все задаются вопросом, действительно ли пророчество правдиво, поэтому Шируиша рассказывает, что оно пришло от демона Лапласа, место, откуда берутся все пророчества. Мандра, также известный как Хорн Чин, очень расстраивается, так как пророки, кажется, знают, кто будет призывать повелителя демонов, но это не так. Рассказываю им. Из-за этого есть подозрение, что один или несколько мастеров этажей из 1000 глаз тесно сотрудничают с повелителем демонов. Затем он указывает на главную улику. Никто из мастеров этажей не помогал в подготовке выставки. Все становятся по-настоящему серьезными и обеспокоенными, но диджей Айс не мог успокоиться. На самом деле он удивлен, что никто этого не предвидел. Джин, будучи наивным маленьким сопляком, не может в это поверить, ведь мастера этажей должны защищать всех, но я думаю, что они устроили ему настоящую проверку на реальность. Люди могут лгать. Шираяша
Шираяша утверждает, что те, кто объединился с повелителем демонов, в конечном итоге будут наказаны, но сначала им придется разобраться с пророчеством. Шираяша утверждает, что справиться с повелителем демонов – это ее обязанность. У Изея, похоже, есть проблемы с этим, но в конце концов он решает, что это хороший шанс увидеть, насколько сильны эти повелители демонов. Хотя наш мальчик – маленькая хитрая лисичка. И он задается вопросом, возникнут ли у нее проблемы, если кто-то случайно уничтожит повелителя демонов еще до того, как она успеет это сделать. Добрался до него. Шираяша не идиот и может понять, к чему он клонит, поэтому она позволяет ему взять инициативу в свои руки. Вернувшись на рынок, Аска совершенно не обращает внимания на сюжет аниме и просто изучает различные предметы, выставленные на витрине. Она находит какого-то огромного голема и с удивлением обнаруживает, что он был создан сообществом Ротенфингер. В этот момент местность погружается во тьму, и жуткий голос сообщает, что она нашла Ротенфингер. Аска требует, чтобы трус раскрылся, но тут же жалеет, что открыла свой большой глупый рот, когда орда крыс заполонила территорию. Аска пытается приказать крысам отступить, используя свой авторитет, но это не возымело никакого эффекта. Там наверху Летиция ищет свою подругу и понимает, что она все испортила, так как в это время суток все слишком опасно даже для такого сильного человека, как Аска. Внизу Аска призывает серебряный меч из своей подарочной карты, но утверждает, что это бесполезно против огромного количества крыс. Она понимает, что крысы зациклились на маленькой фее, поэтому она прячет его там, где никто никогда не захочет проверить. Именно в этот момент появляется Летиция, горничная по борьбе с вредителями, в облике повелительницы демонов. Быстрым ударом она уничтожает всех крыс и требует, чтобы заклинатель показал себя. Однако заклинатель молчит и убегает. Летиция объясняет, что хотя она и не кажется сильной в своей форме Лолли, она все еще повелительница демонов. После этого Аска задается вопросом, почему ее сила не подействовала на крыс, и решает, что они были под контролем кого-то более сильного, чем она. Она начинает сомневаться в своей собственной силе и считает себя человеком, который никогда не сможет сражаться так, как Исаю. В конце концов, Аска перестает мыслить как слабак и вновь обретает решимость, не желая становиться кем-то, кто манипулирует чужими дарами. Девочки находят Изея, который почему-то все еще в наушниках после ванны, и он объединяется с Шираяшей, чтобы подразнить девочек. Он подталкивает Джина к юмористическому описанию качеств каждого человека, но за его не очень лестные комментарии разочарованные девочки швыряют в него ведрами. Позже Шираяша продолжает вести себя немного странно, рассказывая об их новой миссии – показать больше кожи на униформе черного кролика. Ее маленький трюк направлен на то, чтобы привлечь внимание к присутствию черного кролика, поскольку она выступает в качестве рефери завтрашнего финала. Черный кролик, конечно же, отклоняет просьбу, так что у Шираяши нет другого выбора, кроме как отступить. Ю решает не быть второстепенным персонажем во второй части и спрашивает Шираяшу о том, с кем она столкнется в финальной битве. Шираяша не может сказать, но она говорит ей, из каких сообществ они происходят. Помимо тех, у кого нет имен в Саламандре, еще два соперника будут из Гнилого Пальца и другого сообщества. Изи считает, что из-за немецкого имени Ретенфингер их завтрашним соперником может стать Волынщик из Хемлина. Шираяша удивлен, что такой тупой и уродливый человек, как он, знает об этом, но подтверждает, что он прав. Затем она рассказывает леденящую душу историю о Волынщиках, сообществе, ранее поддерживавшем повелителя демонов и желающем заполучить лидеров мрачного гримуара. Повелитель демонов был уничтожен во время важной игры с подарками, и Волынщик должен был потерять свою силу вместе с ней. Затем она обращается к очевидному гению Изи, чтобы пролить свет на связь между крысой и пальцем и Волынщиком из Хемлина. Однако диджей Изи позволяет коротышке Джину насладиться моментом. Джин объясняет, что история о Волынщике из Хемлина произошла в городе Хемлин и записана на каменном памятнике. В 1284 году Волынщик из Хемлина принес в жертву 130 детей. Говорят, что дудочника зовут Ратен. Это человек, который может управлять крысами. Аска смотрит на своего маленького друга Ратенфингера в надежде, что то, о чем она думает, неправда. Шираяша обеспокоена тем, что остатки мрачного гримуара могут скрываться в тени, ожидая подходящего момента для нападения. Она приказывает безымянным быть наготове, но действовать только в том случае, если Саламандра не сможет решить проблему. Оставшись одна, Аска задается вопросом, действительно ли маленький Ратенфингер мог работать на повелителя демонов. Когда начинается финальная игра с подарками, черный кролик занимает ее место судьи на арене. Изи, извечная извращенка, дразнит Шираяшу из-за ее заклинания сокрытия на юбке черного кролика, называя его устаревшим. Шираяша крайне разочарована в юной наивной дурочке и подчеркивает художественную ценность тайны. Изи постепенно постигает концепцию, признает Шираяшу настоящим мастером и надеется стать более культурным человеком. Аска испытывает отвращение к их вульгарному подшучиванию, но ее мысли переключаются на вчерашнее нападение крысы и ту связь, которую это может иметь с ее маленькой подругой-феей.
Гнилой палец все же дает ей печенье, и этого достаточно, чтобы Аска подумала, что она злая. Рядом Джин рассказывает тебе все, что он знает о сообществе, частью которого является ее следующий противник. Юй готова идти, но Летиция напоминает ей, что она может взять с собой партнера, если захочет. Юй устала быть слабым неудачником, над которым смеются во всем аниме, и решает проявить себя, сражаясь в одиночку. Однако, возможно, она откусывает немного больше, чем может проживать, так как одиночка решает отправиться в одиночное буйство. Черный кролик знакомит нас с противниками. Девочка из сообщества Ивовый огонек торжественно появляется и представляется как длинноухая альбиноска по имени Айша. Ее партнером является Джек Фонарь, и Исука очень рада его видеть, потому что она всегда хотела его увидеть. Изи успокаивает ее и напоминает, что нужно дышать, чтобы ему больше никогда не пришлось слышать ее голос. Шираяша подает сигнал к началу игры, создавая поле боя в виде дерева хлопком в ладоши. Цель состоит в том, чтобы очистить лабиринт или уничтожить дар противника. После того, как оба игрока подписали контракт, черный кролик объявляет о начале игры. Ю отвлекает Айшу вопросом и убегает, пока манекен занят ответом. Разъяренная Айша гонится за ней, и ее тыквоголовая подруга атакует ее синим пламенем. Юй умело уворачивается, но Айша неумолима. Джек, странно выглядящий партнер-демон, продолжает атаковать, но Юй что-то замечает, и она ловко использует лабиринт, чтобы погасить его атаку. Джин рассказывает, что в атаке мистера Тыквоголового используется природный газ, так что Юй смог использовать его против него. Юй думает о том, что лидер ивовых веток – могущественный демон, который появляется на границе между жизнью и смертью. Если бы она столкнулась с ним лицом к лицу, у нее не было бы ни единого шанса. Хотя Айша и не лидер, так что Ю уверен, что она сможет победить. Аска приходит в восторг, когда понимает, что происходит. Ю использовала свои обостренные чувства, чтобы почувствовать поток воздуха, ведущий к выходу, так что она вот-вот победит. К сожалению, тыквоголовый становится серьезным и начинает швырять ее из стороны в сторону. Он показывает, что на самом деле он какое-то сверхмощное существо и берет бой под свой контроль. В итоге он превращается в бессмертного демона, так что самый слабый и бесполезный персонаж снова оказывается в затруднительном положении. Даже Айс признает, что у нее нет шансов на победу, так что у тебя нет другого выбора, кроме как сдаться. Как только она это сделает, игровая зона разлетится вдребезги. Черный кролик объявляет Айшу и Джека победителями, что вызывает одобрительные возгласы зрителей. Джек подходит к Ю и спрашивает, почему она не выбрала партнера. Мозг Ю, похоже, больше не работает, так что она даже не знает, как ответить на этот вопрос. Но Джек оказывается в некотором роде хороший парень, поскольку он говорит ей, что она должна попытаться открыться и положиться на других. После этого все поздравляют тебя с ее потрясающим выступлением, даже несмотря на то, что она была и, вероятно, всегда будет человеком, который проигрывает. Изи останавливает идиотов от болтовни о пустяках и указывает на приближение беды. Напряженность растет по мере того, как с неба дождем сыплются черные контракты. Именно Иссерит обнаружил, что все присутствующие там люди будут игроками, а их противником будет повелитель демонов. Чтобы повелитель демонов победил, всех игроков нужно заставить подчиниться или полностью уничтожить. Чтобы победить, игроки должны разрушить ложную легенду и раскрыть истинную легенду. Все это довольно запутанно, и они не совсем понимают, что это значит. Неподалеку находится повелитель демонов по имени Пест, который рад, что их игра с подарками наконец-то начнется. Повсюду царит хаос, и Пест приказывает своим приспешникам Вестеру и Ратину начать игру. Шираяша в ярости, но таинственный черный ветер подхватывает ее и заманивает в ловушку. Ее французы пытаются ей помочь, но их просто выталкивают со сцены. Но ее пальчик боится за свою маленькую жизнь, поэтому сука настаивает, чтобы он оставался спрятанным под одеждой. Наш мальчик-диджей Изи говорит остальным держаться подальше, но они не хотят, чтобы он сталкивался с демонами в одиночку. Наш уверенный в себе главный герой уверяет их, что он просто хочет поздороваться с повелителем демонов, и он взлетает в воздух. С неудержимой силой Изи выбирает парня-демона и впечатывает его в стену. Изи формально представляется как хороший парень, но затем ударяет этого чувака головой о стену. Изи все время смеется как сумасшедший, но Везер говорит ему, чтобы он не был слишком самоуверенным. Везер умудряется использовать вещество, похожее на слизь, чтобы остановить Изи, и хвалит его за храбрость. С очень спокойным поведением Изи начинает рассказывать об их истории. Ратан хочет, чтобы Везер поторопился и устранил его, но Везер говорит этой даме успокоиться и разобраться с остальными их противниками. Везер задается вопросом, почему Изи просто не убрал Ратана, ведь он легко мог бы это сделать, но Изи показывает, что хочет не торопиться с ней.
Затем Изи шокирует этого парня, когда он точно узнает, кто они такие. Это демоны, рожденные из легенды о волынщике из Хемлина. Легенда гласит, что 130 детей потеряли свои жизни. Метод, используемый для их уничтожения, сам превратился в духа. Есть несколько предположений относительно того, какой метод был использован, но никто не знает, какой именно. Последняя часть игрового контракта о раскрытии истинной легенды на самом деле просто означает, что они должны выяснить истинную причину инцидента в Хемлине, чтобы победить. Вессер показывает, что предположения Айза верны, поэтому он снимает с него упыря. Он объясняет, что он не повелитель демонов, но пришло время сражаться, и Изи нападает на Адама. Летиция тоже вступила в битву, но ей приходится сражаться с повелителем демонов, вредителем и ее монстром, похожим на гигантский тюбик зубной пасты. У вредителя есть свой монстр по имени Строматак, но она потрясена, когда Летиция трансформируется. Летиции удается нанести мощный удар, но повелитель демонов невредим. Пес готовится сделать Летицию своей пешкой, но огромная сила пробивает гигантскую дыру прямо в строме. Это Сандора, и она заявляет, что не может позволить такому опасному существу существовать. По всему городу некоторые второстепенные персонажи пытаются всех успокоить. Однако это бесполезно, так как монстры, похоже, создают еще больший хаос. К счастью для них, Айша и Джек теперь хорошие ребята и спасают их. На трибуне Шираяша говорит остальным, что ей запрещено участвовать в этой игре с подарками. Поэтому она хочет, чтобы они передали сообщение Черному Кролику, который является судьей игры. Шираяша объясняет, что правила и цель игры были специально написаны так, чтобы не иметь реального объяснения. Это означает, что в игре, возможно, невозможно выиграть. Во-вторых, повелитель демонов, нападающий на город, принадлежит к новому сообществу. Но прежде чем она успела рассказать заключительную часть, Ратон прервал их. Ратон приказала своим людям-ящерам напасть на нее, но Ю продемонстрировала удивительную силу, остановив их. Мозг Ю, Джина и Аски начинает испытывать невыносимую боль, и они понимают, что это из-за того, что Ратин играет на своей флейте. Ратин обладает способностью управлять людьми и крысами. Она готовится сделать их своими пешками, но Аска использует свою силу, чтобы приказать Джину схватить тебя и бежать. Ратин пытается преследовать их, но Аска использует свою способность еще раз, чтобы остановить всех врагов. Ратин в конце концов обращает свое внимание на Аску. Она прижимает ее к земле и играет на своей длинной тонкой флейте довольно странным образом. Ратин пинает ее до потери сознания, что очень расстраивает Шираяшу. Ратин надеется, что в конце концов сможет контролировать Шираяшу, но пока что обращает свое внимание на город. Она набирает в рот жидкость и дует на нее, в результате чего все горожане попадают под ее контроль. Исё понимает, что это волынщик из Хемлина, а Вестер объясняет, что игра только началась. Повсюду воцаряется хаос, поскольку Ротан заставляет всех сражаться друг с другом. Однако именно в этот момент Черный Кролик заявляет о неподобающем поведении принимающей стороны и объявляет перерыв, чтобы решить проблему путем собрания. Сидящий за столом человек указывает на то, что Джен потратила много времени на подготовку к этому самому моменту. Он советует ребенку сохранять спокойствие, поскольку видит в этом шанс вернуть себе былую славу. Не теряя времени, Черный Кролик обвиняет повелителя демонов вредителя в недостойном поведении. Вредитель обвиняется в мошенничестве, но Черный Кролик напоминает ей, что ее большие, глупо выглядящие кроличьи уши соединены с ядром маленького сада, и она сможет очень быстро узнать, лжет ли она. В то время как Черный Кролик использует свои уши для проверки, Мандра считает, что поймать Шираяшу в ловушку без веской причины – это уже само по себе мошенничество. Уши Черного Кролика удивительным образом показывают, что в текущей игре не было никаких нарушений правил. Как будто этого было недостаточно, печать на Триуэша тоже была наложена приемлемым способом. Конечно, надоедливая маленькая повелительница демонов довольна, но, как ни странно, она хочет продолжить игру в другой день. Максимальное время, отведенное на завершение игры, составляет целый месяц, так что это именно то, чего она хочет. Джин наконец-то вырастила пару и вмешивается, раскрывая имена всех демонов. Везер, Ротан, Строуман, Пешт. Все шокированы, узнав, что она Пешт, также известная как Черная Смерть, самая смертоносная пандемия в истории человечества. Пешт подтверждает свои подозрения, но выясняется, что он опоздал. Она уже начала внедрять свои патогенные микроорганизмы в некоторых участников. Жизнь каждого из них в руках злобной маленькой повелительницы демонов, но она делает им предложение. Если все присутствующие присоединятся к ее сообществу, то она сохранит жизни других сообществ. Ротан рассказывает, что она захватила в плен Аску, поэтому они хотят, чтобы она тоже присоединилась. Пэс хочет получить ответ и объясняет, что это, по-видимому, небольшая цена за спасение жизни каждого. Исё, возможно, читает ее мысли через спутники на своей голове, поскольку он правильно указывает, что Пэс уничтожит их всех, если они откажутся присоединиться к ней. Снаружи ты, Айша, Джек и Лили позаботитесь о раненых. Айша искала Аску, но ее следов нигде нет.
Внезапно Ю теряет сознание, но не может понять, что не так с ее собственным бесполезным телом. В другом месте мы видим, как Баттерфингер пытается разбудить Аску. В конференц-зале находится человек, который рассказывает о всех делах Пест, поскольку он приходит к выводу, что они отчаянно нуждаются в членах. Их маленькое сообщество в Хемлине новое, поэтому они пытаются заставить их присоединиться. Все это довольно трогательно, но пес отказывается отвечать. Затем Исо указывает, что чума, которой она заразила всех, покончит с их жизнями задолго до того, как игра продолжится через 30 дней. Я бы хотел перенести ее на пару дней ближе, но Мандра шокирует всех. Он заявляет, что любой, у кого будет обнаружено заражение, будет уничтожен, включая его самого и даже Сандору. Изи пытается договориться о продлении игры до 3 дней, но вредитель быстро отказывается. Наш мальчик Изи, возможно, использует эти гигантские наушники, чтобы его голова не взорвалась от его гигантского мозга, потому что он в очередной раз демонстрирует свою гениальность. Он предлагает добавить черного кролика в список людей, которые должны будут присоединиться к ее сообществу, но только в том случае, если они продолжат игру через 5 дней. Как главный судья, черный кролик не может участвовать в игре. Однако, если они согласятся позволить ей присоединиться к игре, то у Пешта появится шанс победить ее. Пешт сокращает срок до 10 дней, но для наших героев этого недостаточно. Джейн продолжает переговоры и предлагает завершить игру через 24 часа после того, как она начнется снова. Если игроки не смогут выиграть до истечения 24 часов, то Пешт выиграет автоматически. Единственное, что он просит взамен, это возобновить игру через 7 дней. Это как раз перед тем, как все они станут жертвами чумы. Вредитель задается вопросом, действительно ли они думают, что смогут победить ее, даже если им каким-то образом удастся продержаться так долго. Но она шокирована, когда Джин говорит, что они могут это сделать. Пес наконец-то соглашается на условия и с нетерпением ждет возможности превратить всех этих глупцов в своих марионеток. В пещере маленькой банановой феи наконец-то удается разбудить Аску. От нее воняет, потому что она несколько дней не принимала душ, и она потрясена, увидев гигантскую бронированную тварь, которую видела раньше. Маленький Баттерфингер наконец-то связался с Аской и сказал ей, что великан – это подарок судьбы. Это подарок от гнилого пальца, который благодарен ей за то, что она вернула им их последнего члена. Они хотят, чтобы она положила конец этой фальшивой сказке. Гнилые пальцы оказываются 130 духами жертв Хемлина, и они появляются перед ней, как жуки-молнии. Они предлагают свое творение в качестве подарка и обещают раскрыть правду, если она примет его. Они объясняют, что если Аска сможет овладеть своим даром, то это обязательно принесет ей победу, поэтому она соглашается. Все маленькие феи счастливы, и гигантская бронированная тварь оживает. Проходит 4 дня, и все больше и больше зараженных начинают проявлять симптомы. Ротан, используя свои таланты в борьбе с вредителями, объявляет о перемене судьбы, о целой жизни, полной сражений с различными сообществами. В конечном итоге это приведет к гибели вредителей. Но это судьба каждого повелителя демонов. Тем не менее, Ротан и Вессер клянутся в верности Пешт, признавая ее своим единственным лидером. Внутри дворца Юй просыпается и, наконец, извиняется перед Иссе за то, что был таким бесполезным. Он объясняет, что хотя у него уже есть план, ему еще предстоит доработать детали. Затем Иссе расшифровывает значения, стоящие за названиями. Ротан по-немецки означает «крыса», Штром – буря, Везер – река Везер, а Пешт – черная чума. Он напоминает тебе о теории пересечения параллельных миров, о которой ему однажды рассказал черный кролик. Она описывает, как определенные события происходят на разных временных линиях и приводят к определенному результату. На этот раз результатом стала смерть 130 детей. Главными действующими лицами являются 4 демона, но один из них никак не связан с гибелью 130 детей. Иссе предсказывает, что Пест – это ложная легенда, поскольку черной чуме требуется слишком много времени, чтобы забрать чью-то жизнь, и это не согласуется с тем, как развивалась легенда. Единственное, что нужно решить, это та часть описания игры, в которой говорится, что разрушена ложная легенда и раскрыт секрет. Истина. Единственная подсказка Айза – это витраж Хемлина, разбросанный по полю боя. К сожалению, здесь более сотни витражных панелей, и было бы очень трудно разбить их все. Наш мальчик очень расстроен, поэтому Ю посмеивается, видя, как Исё теряет рассудок, выглядя таким глупым. Затем Исё рассказывает ей о том, что Шираяша все еще заперта на балконе и сходит с ума от скуки. Оказывается, Шираяша управляет солнцем в маленьком саду. Она управляет вещами, имеющими атрибут Солнца, а также управляет работой Солнца. Гениальный мозг Изи активизируется, и он вспоминает, почему в истории черная чума получила такое широкое распространение. Солнце вступило в период ледникового периода, поэтому оно не смогло остановить распространение чумы. Диджей Шерлок пришел к выводу, что Шираяша была изолирована, поэтому она не могла остановить чуму с помощью их способности контролировать Солнце. Он понимает, что вредители и другие самозванцы, а не истинный волынщик Хемлина. Изи благодарит тебя за то, что ты
буквально ничего не делаешь, и говорит ей продолжать валяться в постели, будучи бесполезной, пока он собирается закончить это аниме правильным образом. 7 дней спустя игра возобновляется. Джин приказывает всем найти стеклянные панели, на которых изображен Джокер, управляющий крысами. На них изображена ложная легенда, поэтому все игроки должны уничтожить их. Демоны удивлены, что игроки разгадали их загадку, но они не беспокоятся, так как всегда могут лишить себя жизни, если до этого дойдет. Пешт наделил Вессера божественностью специально для этой цели, и мы видим, что теперь этот парень сияет, как светящаяся палочка. Теперь у Пешта нет причин сдерживаться, и он активирует гримуар Хемлина. День сменяется ночью, и все потрясены тем, что демоны действительно вызвали город Хемлин. Расположение стеклянных панелей изменилось, но Джин всех успокаивает. Маленький коротышка теперь действительно берет на себя ответственность и говорит всем искать церковь, так как именно там, вероятно, будет стекло. Изи гордится маленьким слабаком, но Везер появляется из ниоткуда, чтобы отомстить. Везер теперь обладает божественностью, так что он легко одолеет нашего мальчика. Изи смеется над светящейся палочкой, но Везер показывает, что помимо божественности, его сила удваивается из-за того, что он находится в своем родном городе. И все, похоже, совсем не беспокоится и рвется в бой. Черный кролик и Сандора затевают драку с вредителем, но они не могут даже прикоснуться к ней и в итоге попадают в беду. В итоге игроки находят витраж, но появляется Ротан, который мешает им осуществить их план. У нее также с собой куча стромов, так что Летиция говорит Джину делать то, что у него получается лучше всего, и забирать остальных, чтобы убежать. Ротан дует на свой инструмент, чтобы начать атаку, но Летиция останавливает ее. Летиция могла бы легко уничтожить всех этих дураков, но она боится, что невинные игроки попадут под перекрестный огонь. Но здесь слишком много стромов, так что игроки окружены. Игроки вот-вот исчезнут из жизни, но Аска и ее гигантский голем прибывают, чтобы спасти их. Везер, пользуясь преимуществом на родной земле и подкрепленный божеством вредителей, обретает огромную силу. Он гоняется за Изи по всему городу и бьет его своей гигантской палкой. Везер становится первым в Литл Гардене, кто наносит Изи множественные удары даже до крови. Их столкновение прекращается, когда Изи раскрывает свои познания в истории. Истинный волынщик Хемлина Вессер, а остальные 3 демона просто самозванцы. Узнав Джокера и крыс на витражах, появляющихся гораздо позже в легенде, можно сделать вывод, что Везер – тот, кто забрал жизни 130 детей. Впечатленный, Везер приглашает Изи присоединиться к повелителям демонов, признавая, что его таланты пропадают впустую среди безымянных. Изи признает, что предложение действительно звучит заманчиво, но у него есть большие мечты в его гигантских наушниках. Он хочет достичь своих целей и отклоняет предложение повелителя демонов. Вессер разочарован, услышав это, и высвобождает безумное количество силы. Он заявляет, что пришло время покончить с жизнью Изы, и они столкнутся. В городе Ротан рад снова видеть Аску и называет маленького гнилого пальчика самозванцем. Гигантского голема Аски зовут Дин, и она поручает ему уничтожить строма. Дин обладает нешуточной силой, поскольку пробивает насквозь несколько стромов. Стромы тоже обладают ужасающей силой, но Дин легко с ними справляется. Ротан пытается взять все в свои руки, но в итоге этот болван только попался. Аска говорит Дину остановиться, пока он не уничтожил Ротан и ее огромные таланты. Аске кажется, что она еще недостаточно отомстила, поэтому она предлагает сыграть с Ротаном в игру. Она разрешит Ротану сыграть одну песню. Если ей удастся взять Дина под контроль, то она победит. У Ротан есть идеальная песня как раз для этого момента, и она делает то, что у нее получается лучше всего – выдувает воздух в трубочку. В другом месте Сандора и Черный кролик сражаются с вредителями. В разгар битвы Черный кролик рассказывает, что Исё все ей рассказала. Вредительница не демон, она божество. На самом деле она не получает свою силу от 130 детей, которые погибли. Пест на самом деле получает свою силу от тех, кто погиб во время опустошительной эпидемии чумы в XIV-XVII веках. За это время погибло 80 миллионов человек, и Пест олицетворяет их злых духов. Она – воплощение их злобы и негодования. Затем Пест раскрывает свои истинные намерения. Она хочет отомстить Солнцу за то, что оно лишило их тепла, что привело к ледниковому периоду на Земле и позволило черной чуме унести 80 миллионов жизней. По этой причине она стремится покончить с жизнью Шираяши. Песк приходит в ярость и заявляет, что пришло время немного повеселиться, пока время не вышло. Вернувшись к Изи, Вессер все еще демонстрирует свою огромную силу, легко блокируя Изи и даже отталкивая его назад. Везер чувствует, что что-то не так, и шокирован, когда Изи говорит, что ему становится
становится скучно. Изи может сказать, что Вестер сдерживается и прячет свой козырь в рукаве. Вестер наконец соглашается показать ему это, и наш мальчик Изи радуется, что, возможно, наконец-то нашел лекарство от своей бесконечной скуки. Вестер в конце концов заканчивает делать свое маленькое вращательное движение, и они снова сталкиваются. В городе Ротанг играет очаровательную мелодию, но не может контролировать Дина. Аска действительно ведет себя как придурок, когда саркастически хлопает в ладоши по поводу своего жалкого провала в выступлении. Затем Аска становится серьезной и отдает должное своим усилиям, но Ротан признает, что она проиграла. Ротан говорит, что она проиграла бы в любом случае, так как последний удар, который она получила, был смертельным. Ротан говорит «прощай», и ее тело исчезает, оставляя после себя только ее легендарный длинный тонкий инструмент. Битва окончена, так что Аска говорит Дину готовиться к победе над повелителем демонов. Возвращаясь к битве с Изи, Вестер может только гадать, действительно ли Изи просто человек, но Изи даже не уверен в этом. Наш мальчик Изи как раз готов ко второму раунду, но Везер показывает, что он больше не может драться, так как его оружие сломано сильнее, чем мой график сна. Везер начинает угасать и винит себя за то, что поддался на провокацию Изи. Изи заставляет этого чувака почувствовать себя лучше, когда он исчезает навсегда, и объясняет, что ему было очень весело. Никто и никогда не мог даже приблизиться к тому, чтобы сразиться с ним лицом к лицу, пока он не появился. Их маленький братский момент заканчивается, и Вестер прощается, поскольку его вычеркивают из жизни. Вредительница чувствует, что ее слуги потерпели поражение, и решает, что ей надоело ждать окончания 24 часов. Вместо этого она возьмет Шириэшу и перебьет всех. Она выпускает ужасающий туман, и все в городе бросаются искать спасения. Некоторые несчастные души становятся жертвами этого тумана, и Пес показывает, что любой, кого он коснется, мгновенно лишается жизни. Черный кролик бросается спасать какого-то маленького ботаника, но она понимает, что не успеет вовремя. К счастью для нее, Юй умудряется компенсировать свою полную бесполезность на протяжении всего аниме и оказывается рядом с ребенком. Однако в типичной молодежной манере это все, что ей удается сделать, поскольку у нее нет плана, как сбежать. К счастью для нее, из ниоткуда появляется Аска со своим гигантом. Черный кролик слишком растеряна, чтобы понять, что на нее напали, но Изи прибывает, чтобы спасти ее. Айс обращает свое внимание на злую Лолли и отправляет ее в полет. Вредитель совсем не расстроен, но черный кролик показывает, что у нее есть план. Изи бросается на него, чтобы напасть на вредителя, но она насмехается над ним за то, что он думает, что со своей рукой, которая сломана сильнее, чем моя диета, он может сделать все, что угодно. Изи было все равно, и он все равно продолжал атаковать. Сандора поддерживает его, а черный кролик говорит Аске, что они все рассчитывают на нее. Черный кролик присоединяется к драке, но Пест легко справляется с ней и говорит, что она просто была недостаточно хороша, чтобы изменить исход боя. Изи отталкивает ее, но это только расстраивает ее, и она использует мощную атаку на них. Вредитель готовится прикончить их всех сразу, и Изи может сказать, что люди в городе не смогут пережить это нападение. К счастью, черный кролик показывает, что ее план готов. Она активирует карту и шокирует вредителей, когда все они телепортируются в лунный дворец. Вредитель в ярости из-за того, что ее увезли так далеко от гримуара Хемлина, и готовит атаку. Черный кролик останавливает ее, и вредитель понимает, что она использует силу солнца. Изи наносит удар, но вредитель по-прежнему уверен, что она не проиграет. План черного кролика еще не завершен, так как она зовет Аску, которой каким-то образом удалось спрятаться вместе со своим гигантским големом. Оглядываясь назад, можно увидеть, что черный кролик сказал Аске, что у нее есть сила раскрыть истинный потенциал дара. Она подарила Аске подарочную карту под названием Копье Индры, и теперь Аска пользуется ею на Луне. Пес смеется над этими идиотами, так как она планирует просто увернуться от копья, но быстро понимает, что она настоящая дура. Сандора удерживает ее на месте своим пламенем, а Аска заставляет Дина запустить копье. Массивное копье сталкивается с вредительницей, отправляя ее в полет, и маленькая Лолли разлетается на миллион кусочков. После этого Шираяша благодарит всех горожан за храбрую борьбу, а Сандора объявляет об их победе над повелителем демонов. Аска возвращается в пещеру и прощается со всеми маленькими феями. Маленькие духи 130 детей объясняют, что они отправятся в прошлое, в то время, когда все они были жестоко убиты. Духи очень доверяют Аске, поэтому они решили оставить Дина и Баттерфингера с ней. Аска дает маленькой банановой мышке имя Мурин и официально делает ее членом группы без имен. Позже Изи противостоит Мандре. Изи выяснил, что Тысяча Глаз и Мандра были теми, кто пригласил Повелителя Демонов. Повелители Демонов привезли более 100 кусков цветного стекла,
так что нужно быть полным идиотом, чтобы не заметить этого. Исё знает, что они сделали это, потому что, если Сандоре удастся победить повелителей демонов, она сразу же заслужит уважения всего сообщества. Исё подчеркивает, что им повезло, так как погибли только члены Саламандры. Любая потеря среди его друзей вызвала бы его гнев против Сандоры. Мандра приходит в ужас от этой угрозы и рассказывает, что все, кроме Сандоры, знали об этом опасном плане. Мандра говорит Изи, что он не знает, каково это защищать честь общины, но его поймали, и он говорит Изи делать то, что он должен. Его единственная просьба заключается в том, чтобы Изи ограничил свой ужасающий гнев, связанный с постоянным ношением наушников, только лишением его жизни. Изи считает, что люди, которые потеряли свои жизни, знали, во что ввязываются, поэтому он оставит это без внимания. Прежде чем уйти, Изи объясняет, что они будут продолжать сражаться с новыми повелителями демонов, несмотря ни на что. Однако, если им когда-нибудь понадобится помощь, Мандре лучше быть первым, кто придет и поможет им. Вернувшись на безымянную землю, все маленькие дети, оставшиеся без родителей, расстраиваются из-за того, что они не смогут оживить тамошнюю землю. Наш мальчик Изи приходит сюда в последний раз и придумывает план, как выращивать там урожай. Дети радуются, но даже не подозревают, что из-за этого им придется работать как рабам. Исё решает присоединиться к веселью, но с удивлением видит, как с неба падает еще одно таинственное письмо.